Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their
Ну что, всем здорово. Это уже 9-й стрим по УП-2.1 и с вами В92. В прошлый раз мы остановились в баре. Я разгрузился, скинул ненужный хабар. И сегодня мы начнем с того, что продолжим проходить ветку по поиску призрака. Сейчас нам надо отправиться на янтарь. Нас зачем-то вызывает Сахаров. И когда мы придем, узнаем, что именно он хочет. Но после этого посмотрим по ходу дела. Если кто не видел прошлые стримы, то в описании под этим стримом есть плейлист, где находятся все прошедшие стримы. А также, если кто не знает или кто не помнит, то у меня есть страница ВК, а также группа в Фейсбуке, страница в Фейсбуке и Инстаграм. Так что заходите, там не только по Сталкеру. Есть много чего интересного. Но сейчас начинаем. Metal Detecting UK, wow free, that's a good mate. Yeah, Metal Detecting UK. All actual streaming platforms are free for today because they are free. Just StreamYards is a crap, really. Лав, здорово. Здорово, Лав. Здорово. Так, готово. Да, ничего нам не надо. Пошли. Кстати, звука, наверное, прибавить. Я пока вот так сделаю, если будет слишком громко и не будет меня слышно, я имею в виду микрофон, то в чате напишите. Да что за хрень с мышкой? Побежали. Бесит Trails, плохо говорю по-русски. Нужна русская подруга. Бесит Trails. You can try to find it. In Canada, I don't know. I think a lot of Russians live in Canada. Так, все, дикая территория. В принципе, самая игра начинается как раз, ну, уже началась. Не знаю, стрима, может быть, вот 2, наверное, уже. Это, наверное, 3. Насобирали нормально артов на пулестойкость, и теперь хотя бы можно реально проходить игру, а не просто тупо сливаться от каждого бессмертного НПС, потому что псевдореализм. Что мы тут имеем? Так, тут у нас как раз по дороге есть тайник охотника, надо найти его. Что нам по этому поводу говорит ПДА? Потерял я его возле жилища кровососов, сейчас скину координаты этого места. И поосторожнее, там эти твари очень злобные. Возле жилища кровососов? А метка показывает почему-то на дом радиоактивный, странно. О, там походу химера.
Вот и все. Калаш нам не нужен. О, экзач. Смотри-ка. 2 экзача. Богатый бандит, слушай. Мне нравится. О, они химеру завалили. О, а вон и лютый похититель на свай пробежал. И что? О, да там и снорк есть. А куда лютый похититель свалил? Непонятно. Так, что там бандюки эти орут, блин? Они меня нервируют. Давай их снимем. Да. Вот и я о том же. Бегом, блин. Во сколько модов не играл, всегда на баре. Лагало от прогрузки. С ОП 2.1 все гораздо печальнее. Здесь постоянные микрофризы просто везде. Ну, вы, в принципе, и сами видите вот эти типа лаги, но на самом деле это не лаги, это микрофризы. Че он там орет? Ему что-то в жопу вставляют? Ну ладно. Он тут развлекается. Блин. Вот это лаги, 13 FPS из-за тумана. Ох, ёпта. Ой. Не бей. Блин, из-за тумана. Вот из-за тумана реально лагает. У меня 20 FPS, я смотрю на этот туман, вообще жесть. Что с бандитом? Он в этот туманчик попал, короче, ему было хорошо. Блин. Нашел я время сохраняться, конечно. Но мне нужна эта электро. Так. Угу. И вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. И чё там, давай спать. Десять минут. О! Моя прелесть. 2, 3, 4, 5. Мне кажется, или я 6 штук кидал? Кто помнит? Что-то у меня есть подозрение, что одна испарилась. Или я ошибаюсь? Блин, я не помню. Так, значит, вот так вот можно теперь что-то снять. Вот это, например, можно снять. А на его место нацепить вот это. Кстати, тут же можно сварить еще и эту хрень. Перезагрузись на всякий случай. Сейчас я вот так сделаю. Сделаю сохранку. Вот у меня уже было 2 таких. То есть, а сколько этих было, я не помню, да? Посмотрим. Вот этот вот. Правда, сейчас придется опять аномалию искать.
Тут же при каждой загрузке аномалии меняют местоположение. Чтоб жизнь медом не казалась. Пять. О, какой-то дым. Зато туман пропал. И больше почти не лагает. Остались только микрофризы. 3. Да, было 5. Ну, значит, нормально все, что я могу сказать. Давай найдем другую жарку. Кстати, далеко ходить не придется. И заново это сделаем. 5 штук, значит. Кстати, вот это тоже запилим. Давай. И вот так вот. Раз, 2, 3, 4, 5. И 10 минут. Так. Раз, 2, 3, 4, 5. И плазменная гусеница. Отлично. Отлично. Это даже очень отлично. Можно даже попробовать как-нибудь это все переконфигурировать. Например, снять вот это, потому что здесь в минус остальное уходит. И навесить вот это. Потом что еще? Плюс 20. Минус 35. Тоже не очень хорошо. Иногда хорошо, когда аномалии меняют место. Да, иногда хорошо. Вообще эта фича, да, задумывалась для усложнения, но по факту она наоборот полезная. Помню, когда играть по МК плюс НЛС, путь Круглова стоял в аномалиях, и он погибал. Да, ну сейчас он, во-первых, как бы умеет аномалии обходить, а во-вторых, сделали, чтобы аномалии, которые находятся на пути у Круглова, удалялись автоматом. Правда, для ученых это не работает. Сложность разминка. Это уже второе прохождение, я уже проходил на реализме, и этот ОП-2 тоже проходил полностью. А сейчас я чисто стримлю. Давай подумаем, что можно нацепить такого на пояс. Можно, не знаю, можно вот это снять. Нацепить вот это. Конечно, химический ожог минус. Это не очень хорошо, но не знаю. Взрыв, удар, ожог. Ну хрен его знает. Ах ты, блин. И один арт исчез. Круто, круто. Вот педик. Я того выброса труба шатал. Артефакт, говорит, выродился. Перетопчется. Только придется опять искать аномалию. А, ну все равно. Дикая территория хорошее место для аномалий. Маленькая локация, а аномалий много. Искать особо не надо. Так. Плазменная гусеница. Спать 10 минут. Так, а чё? Ничего не выродилось? Вроде ничего не выродилось, да? Да, вроде нормально. Ну шо, придется место искать. Да, кто не знает, в 2.1 уровень сложности, он по факту ни на что особо не влияет. То есть при любом уровне сложности здесь практически одинаковый дамаг идет.
практически одинаковые там характеристики. Разница только в том, что уровень сложности влияет на максимальное, короче, показание защиты, которое ты можешь артефактами нацепить. То есть реализм это 60%. Ну и там по плюс 10% на уменьшение каждого уровня сложности. Вот так оно работает. Ах ты, педик. Пацану нормально. Ну да, действительно. Блин. А где здесь? Да твою медь. По-моему, здесь укрытие от выброса есть, не? А, еще уровень сложности влияет на количество патронов, которые выпадают с трупов. То есть, если на разминке ты можешь там иногда найти там 10-15 патронов, то на реализме там максимум ты патронов 6 найдешь. Но это тоже особо ни на что не влияет. Как их ни хрена не было, так и нет. Так, вот это снимаем. Вот это цепляем. Меня дамажит. А шо делать-то? Я не знаю, что делать. Где прятаться-то? Твою медь. Где прятаться? Мозги! Мозги! Придется так стоять. Выдержу, не выдержу, не знаю. Блин. Вагон, точно. Точно, вагон. Че я буду аптечки тратить еще? В вагон побежали. Лютый похититель на свая, ну да. А как его еще назвать? Лютый похититель на свая и есть. Всегда хотел спросить, почему. Ну, по его внешнему виду как бы все понятно. То есть... Вообще откуда пошло, я не знаю, но мне, например, понравилось. Очень подходит ему название такое. Побежали. Пока выброса нет. Так, я, кстати, вот здесь не был. О, кто двери снял? Странно. О, тут псины развлекаются. Кого-то грабанули. О, нормально. Все, забираем. Сбивались тут в стае. Ну, точно звери по цвету шкуры. Так, чё, давай пока жарку найдем. А, ну уже поздно. Уже не важно. Если я не ошибаюсь, вот с этой стороны, да, идет. Почему канал называется Вадимса 2? Потому что это мой ник. Всегда был. А так вообще, короче, это составляющие из имени и года рождения. Поэтому и В92. Зачем что-то придумывать, когда
И так есть. Что-то уникальное, что-то необычное. Ну чё, выброс, ты там начинаться собираешься, планируешь вообще, нет? Понятно, планирует. Да, я правильно место выбрал. Вы дебилы. Еще уровень сложности здесь влияет только на то, что на первых 2 уровнях сложности, вот самое первое прохождение пещеры, ты там бессмертный. Вообще бессмертный, тебя надамажить никто не может. На следующих уровнях сложности там уже идет дамаг как реальный. Вот еще в этом разница. А по повреждению тебя точно так же, как валили на реализме, тебя будут валить и на разминке. Здесь никаких послаблений нет. Еще на реализме некоторые функции отключаются в меню. То есть, по-моему, ты там не можешь какие-то легальные чит-функции использовать. По-моему, супер прыжок не можешь использовать. По-моему, вообще никакие нельзя использовать, я не помню. Я помню, что там что-то заблокировано. Получал достижения сталкер. В смысле, какие достижения сталкер? Зова Припяти, что ли? Или чё? Или про какие достижения ты говоришь? Конкретнее. Нам еще надо не забыть сюда слазить. Что, выброс закончился, да? Это хорошо. Надо подумать, как сделать новую сборку. Ну так можно сделать. Можно снять один такой и нацепить еще одну плазменную гусеницу. Да, я думаю, так будет оптимально. Минус радиация, минус кровотечение, 15% разрыв и 2% получается ровно 90. Ты про это говоришь. Это достижение ты получаешь в том случае, если проходишь ОП-2.1 без использования чит-функций. Ну и без правок, естественно. То есть даже не используешь вот эти функции, которые в меню есть. Там супер прыжок, метки там на документы, на тайники и все остальное, что там есть. Но опять же, достижения в 2.1 не дают абсолютно ни хрена. Это просто строчка для ЧСВ, то есть чисто понтануться.
Шо, вот я такой крутой. Ни одно достижение ВП 2.1 не дает абсолютно никаких бонусов. Здорово, чату, привет, В92 от комрадов Запада. Ну что, как сам, когда на коп? Завтра думаю идти. Я сегодня хотел, но у нас что-то там вроде как снег передавали, но на самом деле просто дождь прохерачил. Снега не было, но до сих пор тучи висят. Так. Вот так вот. Во. Чё у вас там подтаяло? Неплохо, 100%. Да у нас снега вообще как-то и не было особо. У нас мороз был. Был период, что мороз был. Там чисто лопату было даже не воткнуть в землю. Кстати, а зачем я сюда полез вообще? Если проход с другой стороны идет, а? Вот так вот. Здесь не пролезть. О, тараканы дохлые. О, быстро и просто. Что у нас тут имеется? Нам нужен... Вот, тут у нас бинт есть. А вот где ружье находится, я не помню. Да, понятно. Хотя охотник странный тип какой-то. Он, короче, говорил, что, типа, потерял ружье. А оно почему-то в сейфе лежит. Подозрительно. Ну, мороз сколько? Крышка 4 сантиметра по морозу. Копаемая тема. Копаемая, да, в принципе, да. И особенно если в лес пойти, там листья лежат, там копать вообще четко. Ну, чё нахер? Хочу есть. Всем привет. Здорово, хочу есть. Хорошие блинчики с шоколадом. Я бы сейчас не отказался бы. Ну все, ружбайку нашли. Можно идти на инвентарь. Так, вроде все живые. Лутать некого. Все чисто. А можно вопрос по работе с локациями? Доработанный кордон, твоя разработка или откуда пойдем? Доработанный в смысле какой? Не понял. Не понял. Что это мы здесь делаем? Ну, это тот же вопрос. Нормально, еще и бандюки. Что происходит? Лёша.
Здесь тебе не тут, понял? Смотри, я ж подойду. Тебя нормально в бревне, слышь? Закончились? Не закончились? Не пойму. Так, кто-то еще шмаляет. А вот откуда? Вон оно что. Поисковую операцию по поимке койота можете отменять. Я наткнулся на него на дикой территории. Подробности при встрече. Из этих микрофризов я не могу нормально Хорошо, прицелиться. молодец. Возвращайся за наградой. Достал. Куда свалил? Так. Ну, например, у входа на свалку костер стоит для сталкеров. Там, где стоянка сталкеров, где Аким еще стоит. А это обычный костер. Это я чисто через ауспаун добавил. Это не через локации. Ну да, я добавлял вообще. Ах ты, блин, крысеныш. Выходит, значит. Вот так. Пацану нормально, он в бревне ходит. Бесплотный пацанчик был. Да пошел ты. Так, тут еще один. А где этот койот? Я его залутал или не залутал? Тимоха слепой. Что-то я не понял. Просто это, считай, фикс бага. Они просто так в кругу сидели без костра. Думал тоже себя вернуть. Это если было в каком-то моде. Тут работа с локациями не нужна для того, чтобы костер добавить. Это все делается через ауспаун очень легко. А, вот это койот. А, койот, смотри. Ну ладно. Да. Серьезно, да? Вот какая вероятность попасть в аномалию, короче, которая просто вот одна стоит. Я в нее попал аж 2 раза. Да, самое то. Вот здесь вот небольшой косяк. Костер в воздухе висит. Но это тоже последствия того, что через ауспаун сделан костер. Что у нас тут? Тут у нас какие-то педики. И здесь тоже. Комбинезон наемника. Чё вы мне всякий мусор даете? Экзач мне дайте хоть один. Почему ни одного экзача нет? Что за беспредел, я не понял. Не, ну в принципе на кордоне сталкеры, да, без костра прикольно сидели. Ну чё, типа сектанты там кружочком сели, короче, что-то там, где занимаются своими сектантскими делами. Можно я тебе напишу, когда будешь свободен. Хотелось бы внести этого в спаун. Но там ничего сложного нет. Берешь, снимаешь координаты места, которое тебе надо. Потом в ауспауне любую секцию находишь,
Можешь найти того же костер какой-нибудь и меняешь координаты на те, что ты снял. Все. Координаты и вертексы. Нам больше ничего не надо делать. Ну и само собой по тем же координатам спавнишь огонь, свечение для огня. И все, что там надо. Там, по-моему, 4 элемента. Огонь, свечение для огня, кострище и что-то еще. Уже не помню. Залутали уже. Что тут есть? О, экзач. Да еще и новый. Как ты относишься к критике в сторону OP2.1, например, слишком сложные тайники труднодоступные? Да, я также считаю. Много есть бредовых моментов, которые... Либо их не должно быть вообще, либо они должны быть опциональные, как сделано многие вещи в меню. Кто хочет, включает, кому нравятся всякие извращенства. Может, садомаза нравится. Ну, есть же люди, которым садомаза нравится. Это ж не значит, что все люди должны, короче, садомаза заниматься. Что, не так, что ли? Есть люди, которым нравится, когда им на лицо ссут. Опять же. Это ж не значит, что все должны так делать. Ну вот. Ладно, короче, закрыли тему. Так, что смог прочитать? Мечный, такое дело. В общем, пробовал подручными средствами восстановить дневник, но, если честно, результаты пока не впечатляющие. Послушай, ты не мог бы нам помочь? Последний выброс полетел наш системник. Мы его кое-как отремонтировали, но он все равно работает через раз. Мы заказали себе новый. Но вертолета нет уже несколько дней, по-видимому, из-за последних выбросов. К нам на Янтарь очень трудно добраться по воздуху. А мы без компьютера, как без рук. Но я бы быстрее расшифровал дневник призрака. Блин, ну ты где даешь? Где ж я тебе системник раздобуду? Есть один человек, Архара. Он как-то предлагал нам, но нам тогда не нужно было, и мы отказались. Ладно, попробую разыскать. Подожди, а где я его искать должен-то? Так. Он должен появиться по квесту на отжим пси-шлема на Агропроме. А когда этот квест появится, я не знаю. Бред, когда ты целый рожок в голову садишь, а он живой. Да, согласен. Это вообще тупизм. А еще вот эти неубиваемые НПС, они с мутантами дружат. Их мутанты не трогают, они на них внимания не обращают. Здравствуйте, молодой человек. Как будто так и надо. Круто. Надо найти Архару. А Архару мы не найдем. Пока. По-моему, у меня была рука чумного зомби, но редкие патроны сыворотка. Ну, слушай, я не знаю. Ладно. А что ты за электрический микроб можешь дать? Отлично. Хорошо награды порезали. То есть я ему приношу уникальный артефакт, который в зоне только 2 штуки, а он мне дает какие-то сраные перчатки, пачку патронов и 2 аккумулятора. BC Treasure Trails, когда серебряная копейка раздача. BC Treasure Trails, I don't understand what you mean. Ой, я что я делаю? Дурак, что ли? Я не хочу отдавать. Я не хочу отдавать ему электрический микроб. Мне это уже не надо. Что у меня есть с частей монстров? А ни хрена у меня нет. 4 хвоста, коготь химеры, рука гнилого педрила и все. Хрен знает.
Не, ничего нету. Вообще. Понятно, то есть по факту я зря пришел сюда. Бесполезный выход. Аптечек надо взять. Помню, Мерцающий говорил про снайпера на кордоне, что его не трогают мутанты, потому что в реально существуют баллончики от зверя. Пфф, серьезно? Баллончики от зверя? Какие баллончики от зверя? Баллончиком ты можешь отогнать максимум кого-нибудь мелкого. Там, не знаю, псину там какую-нибудь. Там лису, может быть. А как ты отгонишь там какого-нибудь кабана? Как ты медведя отгонишь? Это из тех животных, которые реально существуют. А если говорить про мутантов, то они именно поэтому и мутанты, что на них это не работает. Короче, это за уши притянуто, это просто тупизм. На самом деле. BC Treasure Trails waiting for your silver Copic giveaway. What silver Copic? I don't know. Я не говорю, что ты врешь. Я говорю, что это объяснение бредовое. Это объяснение за уши притянуто, оно нелогичное даже. Баллончики против мутантов. Что это за бред? Не, я понимаю, что это сталкер, это выдуманная игра, и можно абсолютно любую вещь в этом моде, даже самую тупую, объяснить с точки зрения, ну это же зона. А почему бы и нет? Ну, это не значит, что это объяснение, оно нормальное, адекватное. Нет. Вот это забирай. Забирай хвосты, и вот это забирай, а остальное я себе оставлю. Ну и все. Да, я уже понял, что хочет Treasure Trails, он просто пытался на русский перевести, а с русским у него явно проблемы. На английском он написал, я понял, что он хотел. Он имеет в виду, типа, ну, вот народ иногда делает там какие-то конкурсы на канале, там, допустим, и там какие-то призы. Вот имеется в виду это, типа, серебряную монету, типа, в качестве приза. Ну, я как бы пока не вижу, зачем мне конкурсы делать. Что мы имеем? Не, ну в принципе мы имеем много разных вещей тут. Даже щупальца Сосыча есть. Давай сдадим. Всего наилучшего. Щупальца Сосыча. Забирай. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Вот так. Что еще тут есть? Сахаров. О, тайник. Точно. Ладно, давай пока ненужное скинем. Вот это скинем, вот это скинем. Вот это скинем. Потом что? В принципе, можно и ненужные патроны скинуть. Вот эти, вот эти. Заряд М209. Брюхо темного таракана. Прямо темного таракана. Скидывай, скидывай, скидывай.
Фляжка, хлеб. В X16 надо идти. Там у нас документ для Акима лежит. Там у нас трактат для Сахарова лежит. И что-то еще там было. Опа, бобень. А нет, что-то не очень. Не в моем вкусе. О! Банда зомбей. Кто шмаляет меня? Все? Новичков нынче как собак неведомо. Что тут есть? Давай долговский броник тоже возьмем. Меченому по кайфу. Мать! Ага. Мужики, у нас Вот это Сахарову продадим. О, бюреры. Ах вы педики. О, ну да. Тебя мне только и не хватало. Разваливает пацанов там. Он чё, упал? Не, он не упал. Вот теперь упал. Все напали, и Барсик. Ой, еще бюрер. Вот так вот. Так, это излом. На излома как бы и насрать, в принципе. О, зомбяк. Чё? А у меня тоже дробаш есть, прикинь. Чё, тебе нормально? Я слышу нездоровые звуки. Здесь. О, библик, охренеть. Здесь библик, да еще и черный. Слышь, нига. Вот так. И без руки еще. Охренеть. Нормально. О, еще один. Ёб твою медь, это что за херь была?
Херак, снорк такой мимо пролетает. Кто меня видит? Кто меня видит? Саня ракета, погиб сталкер, янтарь, кот. Неудачник. О, экзоскелет монолита. Нулячий. Хороший тайник. Вот этих я даже обыщу. Вон у них экзач лежит. У них 2 экзача лежит, охренеть. Тебе нормально, да? Давай вот это насыпем. И еще вот это насыпем. Все. Можно снимать. Земля пухом, Саня. Ну да, помянем. Саню помянем. Кстати, тут же тоже зомбаки должны быть. И не только зомбаки, кстати. Знаешь, мы как сделаем? Давай. Не хочу аптечку тратить. Ну, если вынудят, то придется. Поэтому мы сделаем вот так. Ну и чё? И где? Слышь, может, ты залезешь уже? Ух ты. Я смотрю, у меня много патронов осталось на автомат. Где он? Где-то должен быть бюрер, но я его не вижу. Тут тоже только зомбаки. Греются, как бомжары. Хотя почему как? Бомжары и есть. Где этот бюрер? Неужели он внутри? Круто, у меня 2 патрона осталось на калаш. Ладно, давай сделаем, чтобы их было 0. Вот так. И перейдем на вал. Вот. О, смотри. Видели когда-нибудь бюрера в естественной среде обитания? Он что, тренируется, что ли? У тебя тренировка, что ли? Бесит Режи Треус, спокойной ночи, сталкеры. Good night, бесит Режи Треус. Ладно, это, конечно, все очень интересно, но я вот так сделаю, без обид. Не обессудь! Короче. И, конечно же, он пустой. Сейчас в лабе будет весело. Ух, как весело там будет.
Имеет смысл подготовиться и немного поменять конфигурацию. Например, нам нужно сделать упор на разрыв. Так, 85%. Удар. Удар минус 4. Почему минус 4? Кто удар отбирает? Странно. Ладно, на удар у нас есть вот что. Плюс 30. Ну, нормально, я думаю, 78, 46. Или даже еще что-нибудь прицепим сейчас. Вот это можно прицепить. 87, 26. Ну все, пошли. Там сейчас эти полтергеи будут. Всякие огненные, электрические. Они вообще ваншотят. У них же повреждения-то. Электро. Не электро. Короче, такое себе. Ну чё? Приступим? Кстати. Сначала посмотрим точно, сколько у нас квестов здесь. Ну, трактат это раз. Что потом? Старые документы. Документ находится где-то в X16. Хорошая наводка. Где-то в X16. Ну где-то, ну ты поищи где-то. Может найдешь. А, вот, сейсмокарты, точно. Оно самое. И, кстати, а почему я не доставил арт? А у меня его и нету. Блин, я выложил этот контейнер в нычку. Вот дурак. Ну ладно. Я еще думаю, ох ты, блин. Откуда у меня появился контейнер высшей защищенности? О. Снорк отъехал. И второй тоже отъехал. О, вот эти педики. Отлично. Вот еще один. Электрический. Хорошо, что они сами сюда заходят. Но я слышу, что там еще есть. О, еще один. Глянь. Жрет. Там сзади еще один. Вот он. Че ты на месте станешь? Блин, не убил. Вон он сидит. По-моему, отъехал. Но это не все. О, смотри. Не вижу. Вот он сидит. О, их там еще двое.
Это у тебя дети говорят или в игре? Это в игре, это карлики. Там хейтеры мои внизу сидят. Ладно, никто больше не хочет подходить сюда. Бля. Так, ну-ка, ну-ка. Вот он живой. Вот они. Вот они. Педики. Что-то флексят там. Короче, их не смущает, что им в черепушку стреляют. Им норм. Хейтеры, они живучие. В слезах уже от этой озвучки. Да, есть такое дело. Я смотрю, в этом моде на 9-й калибр вообще всем насрать. Да, до хрена их здесь. Если бы я спустился, меня бы тут вообще развалили. За секунду просто. Так, погодите-ка. Нам же надо обыскивать. А, ну вот, смотри. Старый документ номер 4 нашли быстро. Это радует. Где дипломат, я знаю. Дипломат у нас... Странно, он что, не тут? Ладно, он может быть еще в другом месте. Наверное, там он и лежит. Подожди. А что за артефакт-то? И где он? Бюреры. А, вот он. То есть его не смущает, да, что он через колонны херачит? Ну да, действительно, чё бы смущаться. Нормальная ситуация. Так, надо по-тихому, чтобы он меня не сканировал. Может, я его успею. Понятно. Педик.
Чё? А кто меня спалил-то? Не понял. Контролер. А, ну да, действительно. Они же через стены умеют, да? Им нормально. Да, да, почему бы и нет, правильно. Ну да. Через стены будем херачить. И что? Ай, охренеть, да что это за дебилизм просто, а? Сука, просто через стены ебашат, я не знаю. Вот что это такое? Что это, блядь, такое вообще? Какой-то тупизм. И даже красной руки нет. Один зомбарь только стоит. Втыкает что-то. Да, сейчас будет весело. Как-то их надо завалить, блин. Вон кто-то ходит. Кто-то ходит. Смотри. О, ну все, началось. Началось. Прострелы через стену, через потолки, через все. Ну и бегают, бегают. Педики. Через стены меня видят. Тут вообще надо, блин, на телепатию одевать. А то они вон уже красные. Так. 70%. Ладно, доведем дело до конца. Будет соточка. Кто-то близко. Не, ну где, вот где он, а? Серьезно, я не знаю. Где-то там бегает. А вон он ходит, смотри. Ну все, началось. Через стену, через жопу. Через все остальное. Почему бы и нет? Так, это Блять. Пошел педик. Дура, что ли?
Так, тупизм продолжается. О, нормально. А ничего более убойного у меня нету. О! Вот это радует. Но это не все. Смотри, не показываются. Пошел ты. Я твой рот труба шатал, понял? Я думаю, даже антикиллер можно задействовать. Так. Ага. Качан высунулся, качан разлетелся. По-моему, все. Правда, я теперь забыл, что нам еще здесь надо. Помню только про дипломат и все. Так. Так. И все пустые, ну конечно, все пустые. Зачем? Зачем части подбрасывать? Это ж нормально, что у них безрукие все. Ну да. Хотя руки на месте, но они безрукие, да. Где-то тут должен быть этот кейс. Смотри, а нету? А где тогда? Только не говори, что мне придется заново все проверять с самого низа. Ладно, давай до конца дойдем. Трактат. Трактат, по-моему, там дальше должен лежать. Тут все А вот кейс, вот кейс. Все. Кейс есть. Трактат должен быть где-то тут. Нет. И не здесь. Тогда где?
Вот он, трактат XX16. Есть, второй. По-моему, я все выполнил, да? Вроде да. Все, валим из этой лабы, нам не надоело. О! Ты дурак? Странно. Хорошо, что у меня на разрыв арты навешаны. Взял, свалил. Как будто так и надо. О, ща будет весело. Да, ударься об бочку, это ж нормально. Им нормально. Ну, уже нет. Уже не нормально. Хотя паук остался живой. Что тут еще есть? Еще один паук. И... где-то слышу Сосыча, но где непонятно. Контролер алкаш, нормально. Это вообще без ничего. О, тут у нас снорки. Ты все понял? Через забор ходят пацаны, им нормально. Торговец противогазами. Какое-то достижение. Очередное бесполезное достижение. Так. 10 патронов. Награды за достижения. Награды такие же бесполезные, как и сами достижения. Абсолютно.
Так, что тут у нас есть? У нас... Ой-ё! Ага. Угу. Угу. Так, все. Есть, радиацию вывели, можно продолжать. Да, вывели радиацию. Круто. Круто мы ее вывели. Так. Ну, у тебя опять ничего нету. Говорить ты со мной не хочешь. Забирай дробаши. Да что за хрень? Ну, еще можешь... Не, руку зомби оставлю. Их, по-моему, кому-то сдавать можно будет. За патроны. Так. Сборку возвращаем в прежнее состояние только. Так, где? Вот это вешаем. И вот это вешаем, да? Нет, 79 это... Да, вот так было. Было вот так. Или нет, не так было, слушай. У меня разрыв был не 30%. Да хрен его знает, я не помню, что еще висело. Или 30 было. Непонятно. Короче. А у тебя есть ремкомплекты? Так, есть ремкомплекты для брони. Грави. Он хочет грави. У меня есть грави? У меня есть грави, отлично. Ремкомплекты для брони вещь полезная. Давай. А еще есть грави? Артефакты. Грави здесь нет. Ладно. Тогда давай ненужные арты закинем в контейнер. Вот это мы в контейнер кинем. Вот это тоже. Вот это тоже. Одну душу в контейнер. Потом вот это в контейнер. Вот это в контейнер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И одну вот эту в контейнер. Остальное не радиоактивное. И это радует. Значит, куда нам тогда надо идти? А, все, я вспомнил, короче, когда мы пойдем к Архаре. Это надо идти к Дэну на болото. Он даст квест на вот этот пси-шлем. И тогда уже мы сможем встретиться с Архарой. Все. Вспомнил. Тогда что получается? Надо идти на болото? Так что ли? Похоже на то. Как раз надо и на завод идти. Да. Так, забираем отсюда то, что я понабрал, или не надо. Заберем только такие вещи. Вот, типа вот этого. Типа вот этого. Костюмчики заберем. Потом
Части монстров не будем брать. Что происходит? Угу. Переход на агро у нас тут имеется, так что можно идти. На агро, потом на кордон. И потом на болото. Лишние вещи оставим у Пидоровича. Чтоб не таскать все с собой на болото. Там и так локация тяжелая. Вот так вот. Так, сейчас отойду пока. Ну что, поехали? Ага. Нас встречают барсики. Барсики. Охренеть, они быстро носятся. Все, что ли?
Ну, допустим. Угу. Архара, метка есть? Слушай, а как она есть, если у меня задания нет? Ну да, наверное, там просто метка есть. Кстати, у меня же здесь еще задания есть на Агропроме. А какие именно? Так. Не вижу пока. А, вот. Во-первых, поиск данных. Торговец посоветовал проверить базу военных на Агропроме. Нужно осмотреть личные ящики. Наверняка такие данные под замком хранятся. Угу, хорошо. Что у нас тут? Это АТП, это не надо. Так. Кстати, это можно сдать уже? Я думаю, мы даже через свалку пойдем. Хотя, ну, не знаю, что-то мне неохота через свалку идти. Так. Хотя на свалке у нас есть квест, но он ночной. Хотя уже почти ночь. Да, наверное, через свалку пойдем. Сразу не на кордон. Потом у нас есть тайник Кости. Говорит, поищи к югу от комплекса, где засели вояки в очаге радиации. Все, я понял, где это? Это как раз там, где метка на Архару. Угу. Так, система Скиф. Янтарь, болото, склады. Вот на болото мы скоро пойдем. Кстати, тут же надо с Шерстюком пообщаться. Вот. Отлично. Вот уже и квестов насобиралось. Кстати, а мы можем кого-нибудь сфоткать? Не, никого не можем сфоткать. Значит, пошли к адреналину, что я могу сказать. Бандюков только развалим. Ух, что там происходит? Взрывчатка взорвана. Что? Что? Какая взрывчатка? Что происходит, алло? Вояки здесь. Чё? Блин, я не понимаю, что за вакханалия? Еще один. Что здесь происходит, реально? АК-104. Какие-то военные. Что здесь за хрень творится? Не понял. Угу. Да где он, серьезно? За деревом сидит, да? Ой, как же вы мне надоели, бессмертные педики. Чё ты тут кидаешься? Давай, вылезь оттуда. Посмотрим, какой ты крутой. Надоел. Сейчас я сам подойду, и ты ляжешь. Я тебя предупреждал. Аек. Чего?
Вы что, дуры? Реально дуры. Вы что делаете? Бандюков развалили. Ну, калаш я не буду брать. Письмо. У бандита письмо с заголовком «Милый». Он что, педик? Все это очень подозрительно. Может, от него письмо, а то он в такой позе тут, что это очень даже возможно. Где твой ствол? АК-105 вот лежит. Бандюк. Еще один вояка. Витязь. Давай возьмем Витязь, посмотрим, сколько он будет стоить. Так, ну тут, наверное, уже всех облутали. Это что? Это АЕК. Странно, какие-то военные, блин, откуда они взялись тут? Небось опять по квесту какие-нибудь. О, лютый похититель на свая здесь. Как его расхерачило-то, а? Гол как сокол, нормально. Не залутал даже. Ой, и этого не залутали, смотри. Вот это забирай. Так, что тут у нас еще? Ну, по-моему, только адреналин остался на очереди. Кто-то меня палил что-то. Подходи, раз пришел. Что можно сдать? Можно 2 глаза полтергея сдать. Потом. Ну, в принципе, да. 2 глаза полтергея. Из артов ничего не буду сдавать. А остальное вообще нахер. Аптечки. Аптечки это хорошо, но не буду я их покупать, слишком они дорогие. Зачем пришел? Пошли базу вояк зачищать. Нам туда надо. Там и тайник кости, там и другой квест. Короче, туда по-любому. Что? О, флексит, флексит. Уже не флексит. Чё? Леса? Ой. Вы какие-то неадекватные, алло. Так, ну 19:40, Шерстюк еще на своем месте. Кстати, я даже сначала с Шерстюком пообщаюсь, потому что если он придет на базу, с ним уже не пообщайся. Да вы успокойтесь, я скоро приду. Не беспокойтесь. Тушканье бегает. О, что там происходит? О, битва. Ну, давай. Битва. Лютый похититель на свая против демастеров. Подходи. Я не О, кусаюсь. лютый похититель на свая проиграл. Печально. Так. Как дела, служилый? Все так же барыжишь государственным имуществом? Ты знаешь, какая зарплата сегодня у прапорщика? Так что, можно сказать, я свои причитающиеся возвращаю. Чё пришел вообще?
Я обещал кое-кому раздобыть ПНВ, самые обычные. Мне нужно 8 штук. Сможешь такие для меня с базы свистнуть? Я что угодно могу свистнуть, лишь бы тебе было чем заплатить. У меня есть к тебе предложение. Если поможешь мне, то получишь свои приборы. Дело вот в чем. У меня заказали партию бизонов и патронов к ним. Оружие давным-давно отгружено и доставлено заказчику. Только денег от него я так и не видел. Пару дней назад он связался со мной и сообщил, что деньгами расплатиться не сможет. Вместо бабла он раздобыл где-то артефакт, говорит, что редко встречающийся, мол, за него я выручу в 2 раза больше, чем стоимость его заказа. Его курьер не смог сюда добраться, наймиты заблокировали дорогу в бар. Ой, как вы меня достали, а серьезно, иди нахер отсюда, пожалуйста, иди нахер. Вот сказал же, подождите, я сейчас приду. Вот тупые какие-то реально. Так. Он прислал СМС о том, что оставил арт в тайнике в одном из складов на дикой территории. Твоя задача найти это место и принести артефакт мне. Все проще простого. По словам заказчика, арт иногда издает звуковые сигналы, похожие на пеленг маячка. Думаю, это облегчит тебе поиски. Не забудь снять с пояса дозиметр и прочие приборы, издающие шум. Столько ПНВ ты все равно больше нигде не достанешь, так что у тебя нет выбора. Пеленгует, значит? Ладно, постараюсь найти это место. Не стой! Отходи! Какие, однако, тупые люди. Не, вы серьезно, а? Реально идиоты. Так, что у тебя еще есть? По-моему, у меня слизь была в инвентаре, если я не ошибаюсь. Да, у меня есть слизь. Подожди. Слизь. Давай. Готово. Что еще? Ух ты, сломанный М60. За сломанный М60 2 пачки патронов. Иди нахер. Буду тащить тебе сломанный М60, чтобы получить 2 пачки, мать их, патронов просто. Что происходит? Ай, ладно. Ладно, пойдем в гости к военным. Они меня там заждались уже. Настолько, что не смогли утерпеть и пришли сами. Ну ничего страшного. Абакан. Мне не нужен абакан. Угу. Угу. Кто-то еще отображается. Ну, мне, в принципе, если честно, насрать, пускай отображаются. Главное, пусть не лезут ко мне. Заказа на уничтожение у меня как бы не было. Ясно. Эти товарищи по-хорошему не понимают. Ну что поделать? Бывает. Но личные шкафчики у нас находятся в казармах. По-моему, еще есть в центральном. Вот здесь, вот в комплексе, но это не точно.
Здесь, по-моему, шкафчиков нет, но надо проверить. А, ну здесь патроны есть, это хорошо. Шкафчиков нет. Что у нас здесь? Так. Ни хрена себе тут Бейлис. Просто вот так ни с хрена Бейлис нашел. Еще и плейбой есть. Здесь пусто. Плейбой. И ни хрена. Здесь тоже пусто. Ладно, это первая казарма. Пошли во вторую посмотрим. Пусто. И все, ничего нету. Больше ничего нет. Ладно, давай для гарантии еще обыщем центральный комплекс, вот этот. Чтобы уже точно знать, что я вот все обыскал. Здесь ничего не может быть, в принципе. Здесь, походу, тоже. Так, где еще? Какой-то сейф. Тут, по-моему, будет награда от Иванцова, винторез именной. Здесь ничего нет. Так, здесь, походу, тоже. Пусто. Угу, тоже пусто. И тут пусто. Все понятно. На базе нету. Значит, валим. На этот раз нам нужно в очаг радиации, вот сюда. Так, я слышу псевд. Эффект обоссанного экрана. Жрет кого-то. Все. Так, ну, в очаге радиации это только в кустах может быть. И я, похоже, уже вижу рюкзак, да, вот он. Вот он, ПДА, 2 мины, патроны изоморф, аптечка, эмбрион и 2 антирада. Ах вы... Да отвалите. Что вам надо, а? Еще 2. Не до хрена ли псевдособак? На квадратный метр. Так, смотрим. Так. Угу. Башка тушкана. Хвост псевдопсины. Еще башка тушкана. Здесь ни хрена. О, магические грибы. Это нам надо. С таким стрессом, как в зоне, без магических грибов никуда.
Блин. Конечно, надо было сначала сходить, но я думаю, его не будет. Так что пошли сразу на свалку. Крысы. Опять псины. Мне лень с вами связываться, это только это вас спасло. Так что давай, до свидания. О, тут у нас перики есть. Ой, маманя. Даже не вдуплили, что происходит. Ну тупые. Ну чё? А, смотри, ходит. Повесил на плечо. Что это? Смотрите, кто у нас тут. Пацанчик. Все. Подпрыгнул, прикольно. Хотя мне больше нравится, как монолитовцы подпрыгивают. Как когда кошака испугаешь, короче, он его подбрасывает. Монолитовцы точно так же подпрыгивают, когда их валишь. Неожиданно. Очень прикольно. Так, ну на свалке у нас есть квест на тепловизор. Говорит, нападает с 2 до 4. То есть сейчас надо будет поспать немного и потом уже выполнять квест. Они там тепловизоров наставили, датчиков движения, еще какую-то хрень. Ну, Так, чё что делать, интересного не сходят есть? с ума. Лучше всего дорогу в сторону Чернобыля 4 На кордоне? забудь, Давай возьмем. пока эти желторотые не навоевались. Вышел из деревни и только налево, в сторону свалки. Ничего нет. Свежие звуки отучу. Ты что скажешь? Оружие редкое собираешь. Иди нахер. Так. Рубиновая пленка. Это все я тебе не дам, ты учти. Могу тебе дать кровь камня, кстати. Или не могу? Блять, я не могу ему дать кровь камня, ну. Печально. Ничего интересного даже и нету у него.
Стандартный ПНВ. 40 косарей. По-моему, вот такие мне нужны для Шерстюка. Он нам даст на один меньше, чем надо. Это я точно помню. Да, скорее всего, никто не знает. А кто знает, тот молчит и уже мертв. Невозможно, кто-то из них сейчас стоит рядом с вами в баре, собирает информацию. Вот что я еще слышу. Так, до 2 часов. Это получается сколько часов надо спать? То есть... На бумажках их имена и тянут жребий. 3, Кого этот жребий упадет, 3, они и начинают охоту. 5 часов, да. О, как раз. 2:20. Принесет голову приговоренного. Насчет призов тоже пока не знаю. Но дело не в этом. Дело в том, братишка, на этой земле... И педики эти будут вот здесь, возле этого автобуса. Чё? А я артефакт слышу. О. Но это не те. Это стандартные бандюки. Как бревно упал. Даже не вдуплю, что происходит. Тут его пацан, короче, кореш кого-то шмаляет. А ему нормально. Он, короче, стоит, смотрит в другую сторону. Ну, шмаляет и шмаляет кого-то, действительно. Что, разве не бывает такого? Вот. Вот. Вот оно. Ну чё? Педики. Ща, погоди, я его не вижу. Вал мой, отдай педик. Эти микрофризы вообще бесят. Ну стой. Че есть? Конечно есть. Готово? По-моему, готово. Не, еще кто-то есть. Кто-то меня еще видит тут. В любом случае пошли лутать. У пацана карта. Это важно. У этого МК. Кстати. Ага. Вон ты где? Вон ты куда свалил, да? Кустарные войны. Ух, ой, маманя! Упал, отжался, понял? Так, вот он шлем с тепловизором. И, кстати, тут есть дедушкин тозик. Это хорошая, кстати, вещь, дедушкин тозик на самом деле. Так, тут где-то еще были бандиты, которых я завалил. Да, вот один педик с грозой тут понтовался, короче. А второй... вот. Второй. Ну все. Правда, насколько я помню, здесь было 2 задания, которые я смотрел. А второе как звучало? Что-то я забыл. Ну, Инферно я просрал, скорее всего. А можно, конечно, пробежаться еще. Давай. Пробежимся, почему нет? Опа. А, это там.
Пробежаться можно, но смысла особого нет, конечно. А что такое? Что происходит? Не на того напали. Да, бандитов с Инферно уже давно нет. Ладно, короче, давай посмотрим по квестам, что. Пулемет. Карта памяти. По-моему, вот этот второй квест как бы был, то есть он как бы рядом со свалкой, но не на свалке. Тайник найден. Что еще? Не, это все. Ничего больше нету. Пойдем на кордон. На кордоне уже квестов накопилось, а потом на болото, наконец-то. Вообще будет первый заход на болото, я еще не ходил даже туда. Потому что туда с плохой защитой даже соваться смысла нет. Это будет чисто извращение будет. Есть. Пока эта игра грузится, я уже пожрать успел, охренеть. Так. Эй, даже говорить ничего не хочу. Просто забирай ПДА и бумажку. Нашел? Ну, я уж не ожидал. Неужели просветление в голове наступило? Раз так, то слушай, что я узнал. В этих инструкциях говорится о модели нового армейского экзоскелета. В зоне есть один пробный его экземпляр. Подробную инструкцию его применения я тебе отдаю. Смотри, не потеряй, сведения секретные. А вот где сейчас находятся блоки апгрейда и модуль их активации, увы, не подскажу, они были утеряны. Должен тебя предупредить, за этим экзоскелетом, оказывается, охотятся наемники, так что будь внимателен и осторожен, когда пойдешь за костюмом.
Хорошо, я почитаю инструкцию, может на самом деле пригодится. А про наймов уже знаю. Мы мило поспорили в прошлую встречу. Мои аргументы оказались убедительнее и точнее. Вот и славненько. Пользуйся, если найдешь. Потерян предмет, получено 8К и инструкция. Хорошо. Так. Появились новые квесты. Так, ну СВД я опять ему забыл принести как дебил. Так, что еще? Костя когда-то заказывал у тебя отличную винтовку. Нет ли чего подобного в наличии? Есть уникальная штурмовая винтовка с компьютерным прицелом. Наверное, единственная в зоне. Мой поставщик задорого ее мне доставил, но она того стоит, поверь мне. И какая цена? 150 косарей и ни рублем меньше. Недороговато? Ты глухой? Винтовка с компьютерным прицелом. Улавливаешь? Да, ну давай, пожалуй, возьму. И получаем мы палач. А палач это штука хорошая на самом деле. Так. Привет труженику торгового фронта. Да здравствует честный обман сталкеров. Ты чего, в детстве часто на демонстрации ходил? Заметно. Дело есть. Мне нужны части мутантов. Всех, что есть, по одной. Кроме рук зомбаков. У меня они уже есть. А поскольку монстры тебя за своего держат, задание для тебя несложное. Сам ты, брат плоти, Маугли переросток. Что, коллекцию собираешь? Филателист-одиночка. Ты точно без аров объелся. Филателисты марки собирают. Кстати, и ты бы запросто подошел. Марки на конверты наклеивать. Так что давай, иди и насобирай части всех видов мутантов. Не, если я и буду марки наклеивать, то только тебе на лоб. Кстати, а это идея. Слушай, тебе бы пора доктора посетить. Пусть он тебе хорошую клизму поставит. Вместе с кишкой и мозги прочистишь. Ты идешь за частями мутантов или нет? Уже иду. А клизму я добуду и тебе подарю. Нет, лучше попрошу знакомого излома. Пусть он ее тебе и поставит. Палач крутой, но приелся, потому что годных автоматов мало и ломается очень быстро. Согласен, согласен. Оружие приедается со временем. Но компьютерный прицел это на самом деле годнота. Так. Заданий у тебя никаких нет. Продать мне тебя тоже нечего. Так что пошли. Ну, все. Кстати, по поводу частей мутантов. Ему нужно по 2 части каждого мутанта, да? Что у меня есть? У меня есть 2 башки. Железа паука, нога занозы. Руки карлика есть. Рука контролера есть. Хвост кошки. Хвост псевдособаки. И хвосты собак. Вот. Уже кое-что притащили ему. Палач, палач, палач. Да, кстати, недостаток палача. У него еще нет подствольника. Это тоже косяк на самом деле. У него чисто вот это единственное преимущество. Остальное такое себе. И дамаг тоже, кстати, не очень у палача. Чисто как снайперку с самонаведением. Ой, блядь! Охренеть. Из воздуха вывалились. И пацаны вообще ничего необычного в этом не видят. Вывалились и вывалились, почему бы и нет. Майор Кузнецов. У меня есть водка. У меня есть водка. Обосрался, да? Не особо. Все-таки это собачки. Чисто внезапно, короче, такой скример выпадает, бля. Я тут в инвентаре, значит, лазю, а тут из воздуха толпа собак. Это еще ладно, вот когда Сосыч вот так выскакивает, вот это весело. Так, мужик, чего ж там у тебя? Да, чего ж там у тебя, мужик? Ну ты вообще, с таким барахлом и в зону полез. Согласен.
Вообще говно. На болоте у нас уже много квестов. И карта для проводника, и всякие там флешки. И много чего еще. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Мне надо дальше, держи водку. Нет, других вариантов нету. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушек не слететь. Нормально, прям на земле спит. Коту под хвост. Так, Бейлис. Прочее. Ликер Бейлис. Вот так. Так точно. Нормали. Короче, слушайте. Теперь. Сталкеры, подонки. Только так. Шлемак у меня. За свое кое-куда можешь не переживать. Ничего, товарищ генерал, привыкай. Так, получен глаз ворона, черная энергия. Гроза под 5.45. Хорошая вещь, кстати. Ну, я согласен. Еще квест. Стоп, 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 погоди. Какой сознательный солдат попался. А то Ну, экзоскелет у меня есть, но я тебе его не дам. нечего мне в зоне делать. Он нулячий и пойдет Сидору на хомяк. Своевременная выплата денежного. Смотри, что у меня. Этот кейс потеряли. Этот кейс потеряли ваши генералы. О, ты прям выручаешь нас постоянно. Получен ГШ и, блин, говно награда, на самом деле. Ну да ладно. Ну, вроде все. Как это на тебя военные не напали, те, которые по железке ходят, потом под насыпь идут спать. Под насыпью безопасная зона стоит. Они, если сюда заходят, они не стреляют. Ну, то есть, если они спать пришли, они стрелять не будут. Специально так сделано. Если они еще патрулируют, то они стреляют. Если у них уже схема сна запускается, они уже не будут этого делать. Так. Аким. Что тут? Кстати, у нас же тут телепорт. А куда он переносит? О, слушай. Вот это лайфхак. Не надо через весь кордон ходить. Бандит. Бандит далеко. И пойду я уже обратно, на самом деле. Пойдем с фанатом побазарим. Здорово, да. Музикальная пауза. Ну, это так, щоб прямо золоте дно. Ну так то часу більше треба. Здорово, черт языкастый, вот твой чемодан. А чё все мокрое, то в соплях каких-то? Слушай, я, наверное, не с продуктовой базы иду. Ладно, ладно, остынь. Вот тебе слюда, с ее помощью телепортный янтарь открывается. Слушай, а прямо саркофаг можно попасть? Наверное, можно, только данных оттуда нет и где взять не знаю. А вот где геологическая съемка Припяти располагается, знаю. А, наверняка в самой Припяти. Точно. Будешь там, посмотри в здании автовокзала. Компьютер с данными вроде должен был сохраниться. Ладно, все равно в ту сторону поищу. Че еще? Херня. Тут у нас... Не хочу ничего. Пойдем еще пообщаемся вот с этим вот Васьком. Добыть капля. Капли у меня нет. Чё сюда приперся? Комбинезон наемника, радость туриста. Кстати, я сейчас смогу у Пидорыча купить спальный мешок и получить у Шустрого награду. Главную.
Ща. Что при... Спальный мешок давай мне. Не... Хорошо. Ну, будет еще, заходи. И у нас еще здесь 2 лежит. Вот. 4 спальника у меня, да? Да. Без спальника не останусь. Вставай! Так, принести 3 спального мешка. Награда скрыта. Насчет того дела. Готово. Вот. И получаем мы артефакт катушка, комбинезон туриста и МП5 под ПМовский патрон. А катушка у нас что дает? Ну, на самом деле, говно артефакт. Абсолютно бесполезный уже на данном этапе игры. Комбинезон туриста о чем дает? 50 килограмм грузоподъемности тоже уже на этом этапе игры вообще ни о чем. Ну, ладно, пойдет. Так. Нет. А есть на болотах? О, кстати, вот есть. Убить бандита мастер на болотах. Давай. Я ж на болото пойду. Подскажи, что можно ауспаун открыть. Декомпилятором. Ты ауспаун от чего открываешь? От какого мода? Или от оригинала, я не знаю. Там для каждого мода там свой инструментарий должен быть. Можно, конечно, и универсальным открыть, но универсальный, например, не подходит для таких модов, как там УПшка 2.1, потом для NOC тоже не откроешь ты там. Кстати, у меня же есть Абакан. Абакан у меня есть. Уже нет. АМК. Универсальный ACDC качай и все. На АМК форум зайди, там есть. В разделе инструментарий зайди. Там прям спойлеры будут вот эти все. Там все будет. Так, все. Ладно. Давай тогда перед походом выкладываем все лишнее. Не, давай выкладываем. Вот это выкладываем. Вот. Смотри, как уже вал убился. Охренеть. А я из него всего чуть-чуть-то пострелял только. Да, печально. А, это гроза 7,62 даже. Спасибо большое. Да не за что. 7,62 гроза. Неплохо. РПК, ТОС-34 охотник. А, мне все равно придется на кордон возвращаться. Баллон с коллоидным газом, патроны. Патроны. И вот эти выкладываем патроны. 7,62 на 39. Подожди. Я ж не буду с собой брать палач. Зачем мне палач? Хотя нет, палач возьму. Возьму палач, потому что там пацанчик меняет части монстров. Кстати, а какие здесь части монстров есть? Он, по-моему, стопы снорка меняет. И руки зомби. Но у меня как бы лишних нет. Я сюда чисто принес подскинуть и все.
Ладно. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Вот это выкладываем. Броники все выкладываем. Экзачи вообще нужны там ему. Так, выверт. Глаз ворона. У меня 6 дикобразов есть. Нормально. Хотя, с другой стороны, они как бы и не нужны мне сейчас. Давай тоже выкладываем. Медуза. Катушка. Плазменная гусеница. Симбион. Сияние. Слезы химеры. Ладно, телепатии у нас нормально хватает. Спрут. Черная энергия. Электрический дикобраз оставим. Части мутантов давай тоже повыкладываем. Плейбой. Гаечный ключ. Это ж как раз ему надо. Вот давай и оставим. Что с собой таскать? Карта, инструкция для костюма. Не, давай инструкцию оставим. Потом металлический ящик пока выложим. Это для сяка. Рюкзаки. Рюкзаки, по-моему, нужны будут по хомяку Свеблову. Так что пока оставим. Это выкладываем. Это выкладываем. Это выкладываем. Так, ты теперь. Мне нужно снаряжение. Ремонтные комплекты. Для брони за грави, для оружия за каменный цветок. Грави у меня нет. Давай, кстати, бабло. Так, все, оцифровал бабло. Почему я эти патроны не выложил? Странно. Сейчас решим вопрос. Так, ну вроде все, да. Вроде ничего лишнего нет. Боеприпасы. Вот. Все. Можно идти на болото. Как раз уже 4:35, уже можно сказать утро. Даже и спать не придется. Это очень радует. Пойдем. Первый заход на болото. Скорее всего, даже сейчас вылетит игра. Потому что, по-моему, она еще даже ни разу не вылетала за сегодня. Так, что тут у нас?
Так, чё, я живой, что ли, тут? Меняющие лица, привет всем. Здорово. Еще раз. И кто бы знал, как Ох, мне как давно тут лагает неплохо. Ну ладно, что делать. Эх, славно было бы сейчас ништяка какого-то толкового. Так, это с тобой надо побазарить? Не стесняйся, выкладывай, зачем пришел. Какого-то толкового заточить. Приветствую, чё звал? Здорово, сталкер. Я и мои парни из группировки Чистое Небо. Эта территория как бы считается нашей. Понял. Короче, хоть территория считается нашей, но бандитов об этом предупредить забыли. Если уж совсем честно, то не только их. У них тут база недалеко, мы за ними присматриваем. Я своего человечка послал следить. Он должен как 3 часа назад вернуться, но видимо его или убили, либо сцапали. Мне по инструкции надо в штаб Светлову доложить, но в общем не могу я. Это у меня уже второй случай за неделю, боюсь как бы меня самого за это. Мы тут с пацанами решили сами все сделать, хоть и небольшой, но шанс есть, что мой человек жив. Сам видишь, нас тут всего ничего, к тому же я себе на днях ногу подвернул, так что с вами пойти не могу. А ты, видно, мужик бывалый, выручи, помоги отбить парня, если он жив, конечно. Я в долгу не останусь. Да я бы с радостью, но у меня с патронами туго, да и аптечек маловато. Слушай, у меня тут для калаша немного есть, но и аптечек немного, ты уж помоги. Лады, уговорил, давай снарягу. Как разработка ОП-2.2? Ну чё, как и было. Я не участвую в разработке, я не знаю, что они там делают. На официальный сайт зайди в новости, там пишут, что считают нужным. Ну, заданий как бы у тебя особо и нету. Я понял. О, они побежали. Ну ладно, пошли. О, волшебные грибы. О, библики там. Ща будет мясо. Смотри такой. А не, смотри. Что-то он обратно побежал. Ну ладно, давай. Твою медь. Вода же радиоактивная. Я сейчас тоже ОП-2.1 прохожу, я эти квесты прошел. Я тоже прошел, это второе прохождение. Но на этот раз я прохожу на стримах. Так. Не понял. Что здесь происходит? Ты достал. Откуда? А. Вы посмотрите на этого невозмутимого пацана. Его абсолютно ничего не смущает. Его абсолютно не смущает, что здесь вокруг трупы. Абсолютно не смущает, что тут шмаляют во все стороны. Он просто стоит. Ой. Слушай, я не могу этим не воспользоваться, реально. Это просто классический пример теории Дарвина, блин. Ох, поздравляю, мужик, ты выиграл эту премию Дарвина за самую тупую смерть. Меняющие лица, ты доходил до Затона? Да, доходил. Дальше Затона доходил. Я до конца проходил.
Правда, до конца я проходил только 2.0, 2.1 я до конца не прошел, но почти до конца 2.1 я проходил, потом мне надоело. А, блядь, опять радиация этой... Охренеть. А, еще лучше. Как меня бесит вот это, а? Серьезно. В воду, блин, нельзя наступать. Что за тупость вообще? Экза. Экза, это хорошо. Все, что ли? По-моему, здесь где-то должны патроны лежать. Да, вот. О, я бандитов слышу. Слышу бандюков. О, это нам надо. Но этот хотя бы меня заметил. Вот и все. Вот и помер дед Максим. Кто там шмаляет? Кто шмаляет-то? Так, я понял, шмаляют с той стороны. А кто? Даже так? С вышки? Ну, это мы сейчас решим вопрос. Так, вот выйди оттуда, выйди по-братски. Вот. Но... О, это еще и бессмертный, ну да. Только в глаз надо стрелять. Псины бегают. По-моему, все. Прикольно, всех завалило и упало сюда. Это забавно. Я думаю, я сначала обыщу их. О, с жишкой даже. А, это мстители. Это не бандиты. Серьезно, чего вам в своем логове не сидится, а? Заняться вам нечем, что ли? Еще один должен быть. Вот он. О, да у него карта есть. Вот это не зря пришел их обыскать, потому что так бы он исчез и все, и карту бы просрал. Подожди. Тут дробаш. Дробаш нам надо. Сюда! Помогите! Привет, жив, чертяка? Да что со мной будет? Помню, за мной кровосос погнался, а у меня из оружия только носки, да и те грязные, это я постираться решил.
Потом расскажешь. Давай выбираться, пока к ним подмога не подошла. Ну пошли так пошли. Ты только не спеши, у меня бок правый немного побаливает. Это меня кабан цапнул. Не рассказывал? Что ты, неприятнейшая история. Я тогда, можно сказать, заново родился. Да угомонись ты, кому говорю, иначе заново умрешь, если мы быстро отсюда не свалим. Угу. Какие-то лаги пошли. Кто-то заспавнился, что ли? То есть он еще и будет шагом, да, идти? Ой, как вы... Обожаю такие квесты, в кавычках. Будет шагом идти. Медленным. Знаешь, я вперед пойду, короче, а ты как-нибудь сам там. Я пацанов пока полутаю, тут вот свои есть. Ух, ни хрена себе. 2 сайги тактика. Комбез чистого неба. Богатый, слушай. Богатый. Кофе Ваня, привет. Привет, как дела? Давно не виделись. Чё тут? Ну да. Он там шагом, медленным шагом идет, блин. Не спеши, говорит. Правильно, а чё спешить-то? Норм. Ну хорошо. Вот это я как дебил должен стоять ждать тебя, да? Действительно, почему бы и нет? Серьезно. Да, давно у тебя как? Да тоже нормально. Какой ты медленный, реально. Короче, я пошел обратно, все. Сам дойдешь как-нибудь, я вот так вот сохранку сделаю. Если что, загрузимся заново. Тупизм какой-то. Деревню лучше. Тут у нас всякие ништячки есть. Во. Тут еще должны быть. Вот здесь что-то должно быть. О, хавчик. Что еще есть? Гранатка. А этот пустой. Какое оружие считаешь самым мощным? Где? Здесь, что ли, в этом моде? Не знаю. Здесь такое оружие, блин, если оно мощное, то на него патронов хер найдешь. А так вообще дробаши под вот этот патрон, который 23 там что-то там, шрапнель, который вот это вот одни из самых мощных стволов. Гауссы там всякие. Выхлоп антитеррор тоже вот вещь. Здорово, Диак, жив твой человек, повезло тебе. Вот спасибо, слушай, ты это, если на нашу базу пойдешь, не рассказывай про этот случай. А где ваша база? Да тут недалеко, ты иди по прямой мимо церкви, потом через камыши, мимо вышки, ну и выйдешь на наш пост. Хутор небольшой. От него иди на юго-запад, по направлению к колючке, там совсем недалеко, не больше 100 метров. Увидишь мешки с песком, вот около них и вход на нашу базу. Подожди, я тебе в твоем ПДА метку на примерное расположение этих мешков поставлю. Понял, спасибо. А что насчет награды? Чуть не забыл, вот держи. 4 пачки патронов. Говно награда вообще. Что ты мне хочешь предложить? 2 картечи. Уничтожить кровососов.
Не хочу. Если из каких-то стволов под более доступный патрон, то, например, вот под 12/70 хорошие дробаши это вот А12. Лучше, конечно, камуфляжный, но его потом уже получишь. Камуфляжный вообще вещь. 32 патрона магазин. И нормально так хреначит. А оружие, в принципе, здесь все мощное. А вообще самое мощное это кувалда. Она всех разваливает, всех ваншотит просто. А еще у меня... Да, с FPS беда. Что происходит? Замочим, говоришь? Ща, погоди, я из кустов выйду только. Воу, это что? Да хорош уже тормозить. Это что такое? Это нормально вообще? Ой, как ты достал тормозить реально? Их абсолютно ничего не смущает, я так понимаю. Ведь еще и псины эти. И опять тормозит. Да как ты задрал реально. Ща, погоди. И бюреры здесь, да ёб твою медь. Что происходит? Какая-то жесть вообще. Еще с таким FPS-ом играть. Ладно, это болото. Приходится терпеть. А тайник с карты у нас должен находиться где-то здесь. Вот он. Вот у нас карта болот для проводника. Вот здесь она и лежит. Все. Ты кто такой? Забираем. Вот, прицел есть. Вижу двух бюреров. Сейчас мы их развалим. Вон они. Не попал. А вот теперь попал. А второй вон заныкался. Стоит. Все, уже не стоит. Кто еще здесь есть? Есть псины. Потом еще кто-то есть, еще псины. Кровосос. Ну и вроде все. Что-то плоть хромает. Ну, на плоть мы не будем, конечно, тратить патроны. Ну, вот так сделаем. Короче, самое ваншотное оружие это кувалда. Ваншотит всех и вся. Никто не выживет.
Конечно, если попадешь. А где твой ствол? Сейчас тут где-то бюрер был. Во-во. Говно. Опа, чисто небо ведь в экзоскелете. Правда, экзоскелет почему-то не снялся. Ну, печально. Опять хавчик. Что еще тут есть? Ага. Спас 12. Ах ты! Вот так вот. Ящики всякие. Тут ничего нет. О! Здравствуй, эффект обоссанного экрана. Давно не виделись. И здесь пусто. Сейчас воюю в забытом лесу. Там такой ад, жесть. Да, забытый лес — это весело, очень весело. Бенгальский огонь. Но этот бенгальский огонь, да, в воде, да, находится. По-моему, это вылет. Да, это вылет, это все. А нет, не вылет. Странно. Да, вон он, бенгальский огонь, ну как его доставать оттуда? Блин, ну это и зависает вообще. Охренеть. Вот это, наверное, уже вылет. Не, игра пока не вылетела, но я думаю, она не отвиснет уже. Отвисла, смотри. Ладно, пошли на базу тогда. Здорово, пацаны. Чё тут, где тут? Здрав буди, выбросоустойчивый. Как насчет выпить закусить? Так, привет. Привет, странник, заходи, выпей, отдохни. Мы хорошим людям всегда рады. Ну, раз так хорошо принимают, то почему бы и нет? Смотри, у тебя горит что-то. Твою мать, опять сгорело. Чем же я народ кормить буду? Слушай, ну и вонь, ты чего жарил-то? Да вон, мужики принесли кабана, только у них мясо жесткое, и когда жаришь, воняет. А так даже ничего. Вот если бы псевдогиганта раздобыть, у них мясо по вкусу куриное напоминает. Только в 100 раз лучше. Слушай, заработать не хочешь? Что делать надо? Да работенка не пыльная, но побегать придется. Тебе не кажется, что одно противоречит другому? Я о том, что убивать никого не надо, все чинно и пристойно. Ребята на днях видели на агропроме красного псевдогиганта. Хер знает откуда он, но таких очень-очень мало. А их мясо... тебе такого даже в лучшем ресторане никогда не приготовят. Ты же вроде сказал, что убивать никого не надо. А тебе и не надо его убивать. Ты из него решето сделаешь, потом только в помойку его. Нет, пусть охотой занимаются профи. Я для этого специально охотников нанимаю. Как они это делают, я не знаю.
но убивают без единого выстрела даже псевдогиганта. Твоя задача – нужно найти и поставить метку на красного псевдогиганта, а уж потом я вышлю охотников. Понял? Только запомни, не вздумай убивать его, мне тухлятина не нужна. Я уж потом... так, подожди, я дам тебе игломет переделанный, который стреляет иглами с микродатчиками. Приблизился, выстрелил, убедился, что зверь помечен, и ко мне. Да пушку не вздумай заныкать, она уникальна и единственная в зоне. Надеюсь, хорошо заплатишь? Не беспокойся на этот счет, ты лучше свое дело хорошо выполни. Понятно. Так, еще квест. Че такой радостный? Да вот, деловое предложение у меня к тебе есть. Что за бизнес? Мухоморы. Мне нужны мухоморы. Ну не совсем мне, но я свою долю имею. Да не, холод, я не за грибами я в зоне, вон молодняка сколько. А ты подумай, подумай. А, это обмен, это не квест. Грибов у меня нет. Заданий у тебя нет. И все, и ничего у тебя нет. Я понял. Так. С одним пацанчиком побазарили. Теперь что ты мне скажешь? Как дела? Оба-на, Сидор, ты что ли? Я тебе дам, Сидор. Шуточки свои здешним малолеткам рассказывай, а я почитай в зоне с самого начала. А Сидору можешь передать, что когда-нибудь я доберусь за него и скормлю местной болотной твари. Ты хоть знаешь, кто первым наладим поставки оружия в зону? Сидор? Да этот прощелига ни хера не умеет. Я был первым, кто смог организовать поставки всего-всего. И продуктов, и оружия, и лекарств. Да у меня бармен в подмастерьях ходил. Все каналы с вояками, видишь, вот в этих руках были. Но этот черт безглазый, лиса адова, как-то ухитрился подмазать майора Серебряникова. И всех, кто так или иначе был со мной связан, полетели. А чуть позже эта крыса ворвалась ко мне в бункер. Да-да, именно в тот бункер, где сейчас этот хомяк безродный вместе с людьми Борова. И выкинули меня на улицу. Да еще и ногу прострелили. Так бы и сдох, на что Сидор и надеялся. Ну вот нашлись таки добрые люди. Выжил, правда, хромаю. Но когда-нибудь я вернусь, можешь ему передать. Вернусь и плюну в его мерзкую поганую рожу. Василий, говорят, ты ремонтом занимаешься. Я-то занимаюсь, да толку от меня сейчас никакого. А что так? Нога ноет, особенно по ночам. Рана не заживает. Так что плохой пока из меня ремонтник. Ну, может, я чем помогу? Да есть один тут мужик, калмыком кличут. Так вот, он прекрасные мази делает. Мне они раньше помогали, да только я к нему идти не могу. Мы с ним последнее время не общаемся. Он тут как раз пьяный пришел. Ну и давай шутить. А я мужик серьезный, шуток про себя не люблю. Ну и пошло-поехало. В итоге проклял его и всю его семью сгоряча. Конечно, семья для него больное место, с тех пор и мучаюсь. Так давай я поищу его, раздобуду мази для тебя. Но если раздобудешь мне 3 баночки мази, тогда я снова в строю и смогу ремонтом заниматься, в том числе и для тебя. Понятно. Так, слушай, а не найдется ли у тебя горелки какой-нибудь? Горелки? Интересный вопрос. Стесняюсь спросить, а нахрена она тебе сдалась? Да что-то страсть колбаски копченой захотелось. Да, допустим, допустим. Ладно, есть подобная шняга, вроде фурычит. К тебе деловое предложение. Я ведь уже рассказывал, что изучаю скрытые свойства артефактов. Да ни хрена ты не рассказывал. О, и что ты хочешь, блин? Так, ходят слухи, что рубины способны аннигилировать определенные аномалии. Подтвержденная инфа может неплохо поднять репутацию. Намек понял, с готовностью поменяю результаты твоих экспериментов с артами и аномалиями на горелку. Какой из рубиновых артов какую аномалию уничтожает, мне неизвестно. Сначала тебе предстоит это выяснить. А чтобы опыты были более-менее объективными, то проверь каждый арт на 3 аномалиях и запиши их координаты, чтобы сталкеры после проверили эти места. Жесть. Ладно, давай. Так, какие ЦЗшки? Кстати, вот еще кому можно РПО сдавать. О, сломанный экзоскелет бандитов, давай. У меня такое есть. Все.
Ни хрена себе, водку продаешь? Это надо определенно купить. Водка — это вещь дефицитная. Ну, продавать я тебе ничего не буду. Зона сведет, увидимся. Что ты скажешь? Ничего. Ты просто торговец. И у тебя водка тоже есть. О, кстати, вот это тоже возьмем. Вот тебе экзоскелет чистого неба. 228к. Охренеть. Монтировка 45к. Армейская аптечка 2300. Вот это еще нормально. Да, ну и цены у тебя. А патроны почем? Патроны, кстати, дешевые. Дешевле, чем у бармена. Стой. 1936. А этот возьмет. Холод. Ты почем берешь? 577 рублей. Заходи, если потрепаться охота. Не. 577 рублей можешь взять, в туалет сходить, который стоит вот у тебя там сзади. Приветствую. Так. Здесь есть Бейлис. И находится он вот здесь вот. Надо вот сюда залезть, потом вот сюда, потом вот сюда. И, наконец, вот сюда. Здесь у нас Бейлис и находится. Еще аптечка и бинт. Короче, вот такое. Все, да? Вроде все. Так, что там еще про систему Скиф говорили? Что-то. Ну-ка, ну-ка. Подожди, а где искать надо? Искать надо... Где? У кого-то из владельцев компьютера. А вот где именно искать непонятно. То ли в самих компьютерах, то ли надо у владельцев спрашивать. Ну, не знаю, слушай. Здесь где-нибудь? Опа. Смотрите, кто тут у нас. Ничего не говорит. Здесь еще наверху есть компы. Вот тут вот. О, кормилец. С чем пришел? О, смотри. Реально здесь. Вот одно из мест, если кто не знает, где можно найти систему Скиф. Находится на базе Чистого Неба на 2-м этаже. Нычка прям в системнике сделана. Теперь можно и со Свебловым побазарить. Ни хрена себе. Приветствую, вы тот главный? Ну, последние полгода, да, я. Мы группировка Чистое Небо. Нашей главной задачей является изучение зоны. Но не так, как это делают ученые. Вернее, у нас разные интересы и взгляды на ее будущее.
И в чем же отличие? По-моему, в зоне большинство из-за бабок. Да, большинство, но не все. Есть фанатики типа Монолита, есть и другие, часть из которых вообще непонятно, люди или нет. Мы не фанатики, мы не молимся никому, но и не затем мы пришли, чтобы набивать мошну. Мы действительно изучаем зону, и главное наше отличие от ученых, мы не зависим от власти. Это как наше преимущество, так и недостаток. И чем же вам так власть не угодила? Да, собственно, пока ничем, только это не означает, что мы готовы с ними сотрудничать. Знаешь, чтобы они не говорили про то, что у них, дескать, добрые намерения, я уверен, что в итоге вся их научная деятельность сводится к поиску дешевой электроэнергии, а что еще хуже, к поиску нового оружия массового уничтожения. Этого мы больше всего и боимся. Видно, ты человек опытный, всякое повидал в зоне, так что сам можешь представить, что будет, если всеми этими пока необъяснимыми явлениями будет управлять человек, самый коварный и опасный из монстров. Особенно, когда он у власти. Да наши кровососы просто шавки против них. Так что же, вы совсем с учеными никак не общаетесь? Ну почему же? Мы поддерживаем неофициальные контакты с некоторыми учеными, в частности с профессором Кругловым. Мы не богаты, и у нас зачастую просто нет нужного оборудования, так что здесь мы проводим полевую работу. Ну а на стадии, когда требуется лаборатории, мы обращаемся к ученым. Кстати, не хотите поработать на науку? Что за работа? В последнее время мы наблюдаем определенную мутацию среди монстров. Мы пока не знаем, с чем это связано, но нам не хватает материала для исследования. Уж не меня ли вы препарировать решили? Нет, ну что вы, просто на болотах на северо-западе мы обнаружили одного из таких мутировавших контролеров. Надо раздобыть какую-нибудь часть этого монстра, ну а вот ее бы мы с удовольствием, как вы выражаетесь, препарируем. Меточку я вам поставлю на место, где обитает наш клиент, только не тяните с этим, сделайте прямо сейчас, а то по нашим данным этот контролер не любит сидеть на одном месте и весьма склонен к миграции, уйдет куда-нибудь и ищи его потом по всей зоне. Ну, не знаю. Брать сейчас нет. Не хочу пока. Я хочу сначала болото зачистить. Тем более я знаю, где он. Он на лодочной станции будет там сидеть. Возле моста. ПДА наемника Джокера. Вот этот квест тяжелый, да, там эти биомассы, блин. Я знаю, что про контролера. Ладно. Вот так вот сделаем. Так, вот тут у нас местонахождение калмыка. Схрон калмыка. Кстати, много нычек здесь. Это неплохо. Пойдем. Пойдем, короче, сначала квесты другие повыполняем, потом уже будем брать на контролера. Сейчас я не хочу с ним связываться. Подожди, куда пошел? Так, там у нас вон кто сидит. Так. Блин. Есть.
Не-не-не. Меня это не устраивает. Есть. Готов. Костер, висящий в воздухе, прикольно. Нам надо вот сюда. Лютый похититель на свая. Блин, куча снорков. Снорки, выползни. Ой, блядь. Твою медь. Где этот лютый похититель на свая? Красные щупалы. Пойдем, короче. Я его слышу. Вон он, вон он, вон он. Смотри, смотри, педик идет там. Куда он пошел? Куда он пошел? А, он вон он, смотри. Пошел. Где он? Мне кажется, ли он там? Не-не-не. Слышу. Он чё, свалил? А не, это бюреры. Блин, бюреры это вообще опасно. Их надо развалить. Да когда ты сдохнешь? Наконец-то. Псинки. Не, лютого похитителя нигде не вижу. Странно, куда он делся? Куда-то ушел.
Куда ушел, непонятно. Отлично. Лестница не рабочая. Круто. И как я должен отсюда выбираться? Да. В воду спрыгивать. Великолепно. Так, перед рюкзачком сохранимся. Так. Черт, что за... Еще один воришка попался. Хорошая идея положить растяжку. Ну что, твою мать, еще один халявщик попался. Если нет дверей, то значит заходи и бери. Послушай, это же зона, здесь практически все дома бесхозные. Почем я знал, что этот дом имеет хозяев, да еще и таких приветливых? Ага, блядь, ты не первый так говоришь. А мне что прикажешь делать? Табличку повесить? Блядь, повесь табличку. В общем, выбирай. Или ты на нас поработаешь, или... Какой выбор, мужик, ты о чем? Да простой выбор. Либо ты нам поможешь, либо мы тебя сам понимаешь. Что нужно? У нас тут нычка есть одна недалеко. Так вот, надо сходить и принести оттуда небольшой контейнер. Так в чем проблема? Сам же говоришь недалеко. Пошли своих. Есть маленькая проблема. С недавних пор там образовалась аномалия, телепорт. Прямо в том месте, где нычка. И теперь туда пройти практически невозможно. Ну а я как пройду? Это не мои проблемы. Лады, только патронов и ствол дай какой-нибудь. Ну и аптечек пару, а то я практически на нуле. Вариант «да пошел ты» выбирать смысла нет, он бессмертный, его нельзя убить. Так что тут без вариантов особо. Вот сюда надо идти. Пойдем, ладно, чё. Там где-то лютый похититель на свая ошивается. Где-то. Можно, кстати, посмотреть, кто тут есть. Есть кабанчики. А кто здесь еще есть? О, болотная тварь, смотри. Так. И все, что ли? Маловато. Маловато. Тайник. Спас Хантер. О, смотри. 2 мази от калмыка сразу. Нормально. Чё? Чё? Чё происходит? Взяла, игра свернулась. Странно это. Охренеть вас до хрена. Не, это уже все, это бан. Это бан. Блин, сейчас опять придется по воде лазить. На самом деле очень тупой эффект вот этот с радиацией. Нахера было это делать? Так, тут у нас есть пацанчики. Ты кто есть Всё, такой? завязывай. А ты? Вот это как А ты? медом помазал. Разбивались Обычные тут пацаны, в да? Ну ладно.
Так. Ну, я на месте. Правда, я не помню, откуда здесь подходить. По-моему, здесь рандомно. Алекс Гейм УА, здорово. Здорово. Давай попробуем в наглую вот так вот подойти. Типа, почему нет? Так, в наглую не получилось. А вот так? Так, так тоже не получилось. Я еще не пробовал вот с этой стороны подойти. Давай попробуем. Здесь тоже не получается. Здесь тоже не получается. Слушай, мне кажется, что получится пройти со стороны кустов. Это просто вот... Не знаю, 90%, что со стороны кустов они сделали. Это же, блин, просто классика. Надо обязательно со стороны кустов делать. Охренеть. Ведь с какой стороны, сука, а? Я не знаю. Я не знаю, где проходить. Опа. Не со стороны кустов, глянь. Подожди, сначала на берег надо выбраться, вот. Вот. Да, жесть. Что теперь делать? Пойдем лодочную станцию зачистим. Пока я квест не взял, а то не хватало мне еще мало тех монстров, сейчас, которые изначально тут сидят. Так, кто у нас тут есть? Ага. 2 контроши, куча зомбей. Ща. О, как хорошо я ему прописал, а. Готов. Этот сюда ушел. В принципе, мне надо только контролеров убить. С остальными я уже так разберусь. Куча зомбей. Контролер где-то сныкался вот там вот. Блин, ну выйди. О, вон он. Блин, и сразу появился этот эффект тупой. Давай, выходи, по-братски выходи оттуда. Ладно, не хочешь выходить? Сука. Идет, давай. А это зомбак. Ну, конечно. Ладно, я не знаю, где он. Но у меня есть хорошее средство против таких педрил. Вороненок.
Уникальное просто средство. Уникальнейшее. Просто добавь воды. Так. Эффект контролера исчез. Хорошо. Тут, кстати, походу даже и не один контролер был. Угу. Возле забора сидел педик. Правда, тут могут быть взрывные зомби. Ну, ладно. Просто сохранку сделаем. Что ты булькаешь там? Я тебя не понимаю. Слышишь, да? Булькает он там. Все. Грабля контролера. Не, это зомбачка, это не контролер. Ну, тем лучше. Все. Теперь будет проще тот квест выполнять, хотя все равно сложно. Ну, у меня есть 3 симбиона, так что 100% пси-защита у меня будет. Водяра. Куча нычек. Кстати, тут же еще второй заключенный, который для Кузнецова. Я знаю, где он, но сначала мы зачистим вот это место. Если тут кто-то есть, конечно. Так, понятно. Да, тут есть снорки. Тут есть снорки. Два только, что ли? Маловато. Не два. Не два, еще есть. Четыре. Что тут у нас? Ни хрена. Как говорится, сиди и не булькай. Да, сиди и не булькай. Аптечки, патроны, бинты. Хорошая вещь. Гранатка. Так, пойдем заключенного валить. Правда, там сейчас псионик будет. Так, псионик, погоди. Не-не-не. Нельзя снижать пулестойкость, потому что там будут жесткие, короче, враги. Ладно, придется как-то псионика скипать, убегать, отступать, потом уже валить. Что-то типа этого.
Вот здесь где-то. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Кто здесь? Правильно я пришел. Кто здесь? Нехорошо. Опа. Появились. Пацаны появились. Нормально мне по мозгам уже дало. Хорошо, что у меня есть антикиллер. И мы их сейчас развалим. Нормально. Ваншот. Майор, Хорь мертв. Я отыскал его на болотах. Скидываю свое местоположение. Отличная работа, сталкер. Это кто? Это зомбак? Ладно, теперь можно вешать симбионы. Я думаю, 2 мне хватит. Бедный FPS. Да, болота они такие. Что-то здесь прям вообще жестко. Но это, наверное, из-за того, что у меня стрим плюс игра. Хотя у меня и без стрима здесь проседает. Сейчас псионик появится. Ну, здесь как бы есть 2 каких-то этих. Где-то. Но я не знаю. Где, чё? Кто палит? Кто меня палит? Зомбарь. Сиди и не будь. Охрененно. И вот главное, хрен их увидишь. Придется опять наверх сюда подниматься. Не, смотри. Отошел и все, их нету. И где они? Непонятно. А, да-да-да, снимаем, обратно вешаем, что я могу сказать. Раз тут еще 2 зомбаков жестких будут. Снайперка нам уже здесь не понадобится. Так, 2. Круто. Ты чё, охренел? Серьезно, блин. Взять 1 патрон, выстрелить и заклинить. Упал, отжался. Еще зомбак лежит. Странно, а где псионик-то? Не вижу псионика. Мать! Зомбированный. Ну да. А я не знал прям, что он зомбированный. Даже у меня предположений таких не было. Ой, ё!
Нету псионика, короче. Хотя, я думаю, надо тут побегать просто немного. Что он появится тут. Здесь должен быть псионик. Круто проходишь. Ну, не в первый раз же, конечно. Когда знаешь, что, где, как. Чё бы не проходить-то. Псионика не вижу. Никого нет. Ладно. Раз такое дело, то... Пойдем нычки залутаем. Все. Вернемся к калмыку. И теперь уже можно будет брать задание на контролера. Блин, был бы такой FPS на всей локации, а то, блин, вообще какая-то жопа. Вот только... А, смотри. Вот тебе и псионик. А где он? А где он? И залагало, кстати. Круто. Подожди. Ну тут там только зомбак есть. Псионика я не вижу. Он явно где-то здесь должен быть. О! Пацан меня сам спалил. Ну да. Почему бы и нет. Давай аптечку заюзаем. Квест очень сложный. Не-не-не-не. Меня не устраивает. Пошел нахер отсюда, понял? От моего усаса еще никто не уходил. Только усасил. Угу. Да, я правильно иду. Мне надо как раз в эту сторону. Ой, блин, тут же это псевдычи. Тут у нас толпа псевдычей. Еще где-то зомбак один. Кстати, тут у нас волшебный гриб растет. Магический гриб. Опа. Ни хрена себе, пацаны развлекаются. О, здорово. Ты дурак? Что делаешь? Так же можно и человека убить. И еще псевдочи. Ой. Успокойся. Сделай паузу, скушай Твикс. Все, пошли нычки смотреть. Ой, блин, одна в воде, печально. Тут у нас бизон, аномальная кожанка. Ой, блин, херня на самом-то деле. Ну да, это же старые тайники, которые я давно получал в начале игры. А в начале игры крутой хабар не выпадает. Вот. А все равно придется антирад тратить. Давай быстрее, бля. Есть. Так. Что там внутри? О, аптечка и антирад. Нормально, компенсируя расходы. Вот теперь сюда пойдем. О, тут у нас педики какие-то непонятные. Ладно, насрать на них вообще. Меня интересует нычка.
Нычка у нас где-то в этой стороне находится. Угу. Бля, бюреров слышу. Ой, здесь у нас Штейр даже есть, неплохо. Штейр, ау. Надо перепрыгивать. А, тут не надо перепрыгивать. Почему столько переносимого веса? Потому что я правку сделал себе. Поэтому и столько веса. Так. Нам сюда. Слышь, педик, принимай свой контейнер легкий. Смотри, сычара, живой не ожидал. Бля. Лютый похититель на свая пришел. Пацаны развлекаются с лютым похитителем на свая. А, ну все, они его даже завалили, ничего себе. Куда он упал? Он вниз упал. А он мои щупальца забрал. Вот педик. Или не забрал? Может, у него есть щупальца? Давай сохранимся и проверим. Не, у него нет щупалец. Будем грузиться заново. Я думаю, еще час, может, чуть больше посидим и все. И хватит. Серьезно, я загрузился для того, чтобы тупо упасть вниз. Молодец. Молодец. По-царски, короче, загрузился вообще. Тоже с правками играешь? Ну ладно, чё. Только смотри, чтоб тебе правки игру не сломали. Они могут. Я-то сам все правки делаю. Я-то знаю, как это все работает. В случае проблем могу исправить легко. Охренеть, FPS, конечно, вот прям вообще в кавычках очень радует. Стой на месте. Так. Я тебя всю твою братву переживу. Надеюсь, мы теперь в расчете? Да, все, ты своего слова сдержал, я это ценю. Поэтому вот, держи. По-моему, Вепрь 12 молот круче Юсаса. Круче. Но я сейчас просто с Юсасом бегаю. Я хочу А12, короче. Причем не простой, а камуфлированный. Вот он вообще вещь. Ты вообще кто? Ой, понятно. Короче. Что за мазь? Калмык за мазью пришел. За одну баночку либо 3 бутылки водки, либо 3 пачки сигарет.
У меня есть 2 пачки сигарет и 5 бутылок водки, но я не хочу отдавать водку. Сигареты есть? Слышь, я видел у тебя сигареты в продаже. Во. Все, мне в принципе только 1 баночка нужна. 2 я нашел. Осталась только 3-я. Так, вот есть сигареты. Все. Задание. Да, не хочу ничего брать. У меня такого нет плохого FPS, у тебя страдает. У меня FPS 180 и так держится. Во-первых, я стримлю. Во-вторых, это болото. Я не знаю, видел ты на других локациях. У меня с FPS все нормально. А в-третьих, у меня комп не слишком такой уж и новый. Посмотри в описании, там есть характеристики. Так что вот так. Блин, куда я пошел вообще, а? На болото я пришел, что-то прям вообще FPS просел. Серьезно так. Конкретно. Плюс еще игру надо перезагрузить. Она уже вот сколько? Почти 4 часа я стрим веду и еще ни разу не вылетала. Сталкерский движок, он такой, что надо перезагружать периодически. Желательно каждые 2 часа. Оптимальное самое. Так. На базе вообще печально все с FPS-ом. Здорово. Так, ты. Привет, Василий, танцуй. Опять шутишь? Я стоять-то толком не могу. Да нет, Василий, не шучу. Я нашел, что обещал. Вот, держи 3 баночки в вазе, как и договаривались. Вот выручил, так выручил. Ну теперь ты для меня самый лучший клиент. Я тебя всегда без очереди обслужу. Так, что еще? Еще, кстати, выпадают красные части мутантов с разных, но очень редко. Там тайник был. Какой тайник? Где тайник? Красные части выпадают с болотных тварей, выпадают красные части. Потом красные части выпадают с пси-бюреров. Еще выпадают с некоторых контролеров, но это очень редко. Такие контролеры редко встречаются. Так, я закончил работу над новым бронекомбинезоном для сталкеров. Осталось только кое-что доработать и проверить его в деле. А так в свободное время изучаю взаимодействие артефактов на характеристики оружия и брони. Пытаюсь их улучшить с помощью артефактов. Разве такое возможно? Еще как возможно и даже больше. У меня уже есть кое-какой опыт в этом деле. По заказу одного сталкера я модернизировал Винчестер 1300 с помощью артефакта Грави так, что скорость пули заметно возросла. Да неужели? И как же такое можно сделать? Если вкратце, то благодаря взаимодействию друг с другом различных артефактов, совместное капсулирование фрагментов артефактов дает поразительные результаты. Также я могу воссоздать уникальные образцы оружия и модификации, существующие всего в нескольких экземплярах. Например, особые заказы вооруженных сил для секретных подразделений. Как правило, для них создаются такие образцы, которые существенно отличаются от базовой модели. В лучшую сторону, конечно. Да и кулибиных на свете немало. Порой кустарные модификации превосходят по характеристикам серийные образцы. А можешь мне сделать такое оружие? Я хорошо заплачу за него. Для создания такого оружия мне нужны высококачественные инструменты. Тебе придется попотеть, чтобы найти такие. У того сталкера был несложный в реализации заказ, поэтому я обошелся своими старыми. И где же мне такие достать? Так, для начала мне нужны калибровочные инструменты. С Дэном знаком? Если нет, то надеюсь, скоро познакомишься.
Он обещал подогнать такой набор, только вот от него давно ни слуху, ни духу. Если встретишься с ним, то не забудь его расспросить. Также мне нужны инструменты для тонкой работы. Возможно, они имеются у доцента, он ведь ремонтирует ПДА и прочую электронику. Допустим, что я найду тебе эти инструменты. Что еще тебе нужно? Принеси мне 2 экземпляра модернизируемого оружия в хорошем состоянии. Второй ствол пойдет на детали, если я где-нибудь напортачу. Еще мне нужны 2 артефакта грави для стабилизации пули в момент выстрела и увеличения ее скорости, плюс 1 рубиновая пружина для увеличения убойности. Эти 2 артефакта я довольно хорошо изучил, так что за свои слова отвечаю. За работу я возьму от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от сложности заказа. Записал, надеюсь, это все. Ага, надейся. Еще нужен подробный чертеж модернизируемого оружия, без него никак. А сразу не мог сказать? И где я тебе такие чертежи найду? У тебя их нет? Ух, сколько читать-то. Короче, это начинается ветка по квестам оружейника. Так, что там? Вот этот переход показывается, там тайник. В углу. Как подойдешь к углу, посмотри вниз. Внизу в углу. В мешках, что ли, не пойму? Или где? Так, все, конечно, нужно. Это начинается ветка на квесты оружейника. На чертежи оружейника. Такое себе. Кстати, давай мне. Вот это. Ой, аптечку, подожди. Аптечка. На входе в эту базу. Ну, будь здоров. Где? Где синяя отметка с мешками или где? Ничего нету. Так. У тебя ничего нет. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Мол, эти твари готовят плацдарм для вторжения. И разрабатывают планы. Здесь, в зоне. Как на полигоне. Говорят, например, что артефакты — это бомба. Вот теперь можно и брать задание. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов. Все, сейчас будет мясо. Да-да, сейчас посмотрим. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. А кто реально видел здорового уме сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат, что ли? Круто. Влетел тупо в лужу. И чё? Какой тайник? К углу и вниз. К какому углу? К палке. Какой, к вот этой, что ли? Вот эта палка или чё? Или какая палка? Вот эта палка? Какая палка у мешков, я не пойму. И чё? Куда дальше-то? Куда спуститься? Ну, спустился.
Хрен знает, какой тайник. Я здесь никаких тайников не помню. На угол этой палки. Ни хрена себе, это что такое? Прикол. В натуре тайник. Спасибо за наводку. Я его не видел раньше. Нормально. Ну, я понял, это один из бонусных тайников, я их просто и не искал особо. Они мне как-то особо и не нужны никогда были. Я искал только бонусные тайники с телепортами. Вот эта вещь полезная. А такие, чтоб с патронами там стандартными, это не особо интересно. Так, ну нам надо на лодочную станцию теперь. Так что пошли. Да, я понял, что это. Ох, блять. Трамплин. Так, сейчас будет мясо. Кстати. Пока нет. Пока нет. Погодите-ка. Да нет, все правильно. Предположительное местонахождение контролера здесь. Вот так вот. Сейчас будет месиво, да. Сейчас будет месиво, согласен. Блин, тут еще зомбо-кровосос. Я на него не рассчитывал. Ладно, сейчас арты на разрыв повесим. Ща арты на разрыв навесим, и нас насрать будет на них всех вообще. Тут можно бессмертие делать, я в курсе, что можно. Но нам этого не потребуется. На некоторое время, я в курсе, да. Так. Снимаем вот это. Вешаем вот это. Подожди. А, блин, симбион разрыв уменьшает. Вот это, конечно, печально. Ладно, насрать. У нас есть еще арты на разрыв. Сейчас вытащим. Раз, два. 3. Так. Так, 52. Вот еще плюс 15 есть.
Плюс 15. Если я сниму один арт, у меня радиация не начнет прибавляться? Вроде нет. 67. 67. И вот это еще минус 7, вот это ставит. Давай. Минус 7, 74. Да. Великолепно. Мы их сразу всех зафоткаем тут. Понятно. Что? Что тут происходит, а? Где-то еще должны быть эти биомассы. Чё ты своей рукой тут размахиваешь, Эдик? А где биомассы? Я не вижу биомассы. Так, тут вода, в воду нам не надо. Еще одна. Еще где-то тут должна быть. Я же помню. Где? Где-то в кустах. А где в кустах? Ты ее прошел, она в кустах, одна за камнем. По-моему, их тут 3 штуки. Вроде все. Ну да, эффект прошел. Все, пойдем хабар собирать. Уже ничего нет, да? Соснули эти биомассы. Я вот, правда, не уверен, что контролер, который мне нужен, здесь. Да, здесь. Есть. Хорошо. А то бывает такое, что перезагружаешься, а он пропадает. Усё. Подожди, а где? Кто меня палит? Кто палит? Зомби. Все. Когда знаешь, чего ожидать, не так уж и сложно. Это все снимаем. Навешиваем вот это. Вот это. Потом... Ну да, вот это навешиваем. Пулестойкость 90. Что-то я забыл навесить. А что я забыл? А, отхил. Все, я понял. Вот и отлично. Отнести мозг контролера Свеблову. Пойдем. Отнесем мозг контролера.
Без стопроцентной пси-защиты к биомассам вообще соваться нельзя. Они чисто зомбируют и все, и жопа. Опять что-то с артами не так. Чё? Видимо, Да пошел ты. Симбион, говорит, потерянный электрический Срок действия дикобраз. некоторых... Я тебе сделаю, срок действия некоторых закончился. Дальше еще сложнее квест. Какой? У меня как бы достаточно артефактов, чтобы на любой тип урона сейчас даже 100% сделать. Так что нормально все. На пулемет. А что там сложного? Там просто надо на крышу залезть и забрать пулемет, пока тебя не спалили, и все. Это вообще не сложно. Тут вроде не меняли ничего, что там сложного-то. Со времен солянки, по-моему, еще не меняли. Так, ну нам не надо снайперку. Нам надо вал. Палят сразу. Там правильно залазить надо, сейчас покажу. Как надо залазить. Чтоб не спалили. Слушай, тут же снорки были. А где снорки-то? Прикольно, перезагрузился и снорков нет. Интересно. А, пошли. Так вот обходим. И вот сюда. А нормально гранаты подорвал? Их же убивать нельзя. Как ты прошел? Там же нельзя убивать. О! Ясно. Что, только одна? Ай, твою медь. Что за звуки? Не. Это одна псина была и все. Можно? Не знаю, раньше нельзя было. Может, недоработка такая, ну. Ладно. Квест на только украсть пулемет, а не бандитов убивать. Да. Но чтобы украсть пулемет, тебя не должны спалить. В этом-то и прикол. Не, ну в принципе да, если ты теоретически сможешь их убить до того, как они тебя заметят, то да, так можно пройти. Слышали легенду о темном сталкере? Что притащил? Боюсь ее рассказывать. Ну, например, раньше такого не было, что вот аномальные гранаты и все такое. Удачи!
Да, если аномальную гранату удачно кинуть, то она может всех вынести там. Всех, кого надо. Так. Приветствую. Вот, посмотрите, мозг контролера вам подойдет? Дайте-ка посмотрю. Да, необычный экземпляр. Какой крупный. Если это то, что вам нужно, я бы хотел получить некоторое материальное вознаграждение, потому как эта сволочь сильно меня потрепала. Да, конечно, конечно. Вот, возьмите. Да, я хотел сказать, если вы обнаружите еще необычные экземпляры, мы с большим удовольствием купим их у вас. Можно, конечно, но не хочу. Так, что Свеблов так задумчив? Да вот, ребят собираюсь в рейд послать, но вот с оружием худо. Нужен хороший мощный ствол, на крупного зверя идут. Есть идеи? Ну, есть одна идейка. В общем так, тут есть заброшенная ферма, там бандиты недавно обосновались. Наш человек узнал, что у них имеется пулемет ПКМ. На кой черт он им сдался, я не знаю, но это заставляет меня нервничать. Когда мы вновь вернулись сюда после неудачной попытки прорваться к центру зоны, в которой мы потеряли нашего основателя Лебедева и большинство ветеранов, болота практически полностью принадлежали бандитам. Мы кое-как смогли отбить эту базу и подходы к ней, спасибо охотникам, помогли. Ну так к чему это я? Если ты сможешь выкрасть у них этот пулемет, то мы решим сразу две проблемы. То есть предлагаешь делать все по-тихому? Не люблю я эти перестрелки, да и своим говорю, применяйте оружие только в крайнем случае. Так что постарайся, чтобы никто тебя не заметил. Мой человек уже ждет тебя, ты с ним поговори, он тебе все подробности расскажет. И напоследок, мне сказали, что на этой ферме стоит какой-то странный багги. Он тебе еще может пригодиться, поэтому лучше тебе отогнать его подальше куда-нибудь, чтобы он вдруг не взорвался в перестрелке. Ты там повнимательнее будь, пожалуйста. Ты дебил, как я тебя отгоню багги, если там бандиты будут? Тупой. Ладно. Вот этот квест, да я знаю, что этот квест. Игра сохранена, побежали. Побежали. Ну, наверняка бросаю болт, если не варю. А чё метка исчезла? Бля, метка исчезла. Это, конечно, печально. Тут трупы их товарищей валяются, а они спокойно возле костра лежат, нормально. Кинь аномальную гранату и все. Сейчас попробуем. Ну, я, в принципе, сразу и покажу, как надо залазить, чтобы тебя не спалили. Ну и гранатку тоже попробуем кинуть. Этот тайник, он маскировался под переход. Хрен знает. Аномалии, мать. О, серьезно? Военные? Вот это самое страшное. Да блин, эти фризы и лаги, я из-за них военного не смог убить. Что это за бред вообще, а? Бредятина, реально. Так, тут у нас будут сосычи. Кстати, вот они, сосычи. Фух. Красные щупальца. Это хорошо. Подожди, а куда я прибежал-то? Мне ж вот сюда надо, правильно? Да. Так, вот он у нас пацанчик. Сохраняемся.
Кощей. Так, я тут сам недавно, но у меня же запарила местная обстановочка. Отсюда выбраться тяжелее, чем забраться. Привет, как дела? Привет, ты от Свеблова? Ну так вот, их сейчас 7, 4 на улице и еще 3 в здании. Как проберешься на ферму, ищи рюкзак, они в нем все пожитки хранят. И ты со мной не пойдешь? Нет, иди один, вдвоем мы больше шуму наделаем, старайся не попадаться им на глаза. Лады, ну тогда жди меня здесь, если что, прикроешь. Угу. Ну, пошли. Так. Нам сюда. Потом вот сюда. Потом вот сюда. Можно гранату, кстати, кинуть. Вот электричку можно кинуть им. Я знаю, что они вот здесь сидят. Странно, никого не убил. Так. Теперь нам надо лезть вот сюда. Ну и все. Вот тебе и стелс. Ща Дэн придет. Да, все, вот охотники появились. Блин, этот FPS меня просто убивает. Я не догадался, как ты сделать, из игломета их убил. Ну, хз. Там просто, если вот этот ящик будет раздолбанный, бывает такое, вот на который я запрыгивал, то ты не залезешь на эту бочку и не сможешь, короче, по крыше пролезть. Не, ну если можно так пройти, что их убиваешь, то без вопросов вообще. Но я обычно вот так проходил. Просто иногда вот здесь могут сидеть вот бандиты. Если они тебя заметят, то это все. Поэтому да, можно вот так вот. Залазишь на крышу, кидаешь гранату. Если кто-то есть, то его валит. Потом заползаешь вот сюда, спрыгиваешь и забираешь рюкзак. Все. Так запариваешься, с ним в кошмарах снится будет. Да, бывает. Это на самом... Ох, ни хрена себе пацана расхреначила. Это как так? Это как так? Охренеть. Пацана прям вообще забросила туда внутрь. Да блин. Для новичка этот мод сложный. Это что? Забираю все. Там ничего нет. Дробаши Сахаров покупает хорошо. Так. Вот так. О. Если бы еще не мразотный FPS, было бы вообще нормально.
Так, бинт, аптечка. Все. Обрез АКС. Ага, круто. Баги взорвался. Короче, надо переигрывать. Надо переигрывать. Баги взорвался. Круто. Забытый лес, вот это кошмар. Да, там контролеров, если набежит, ты вообще там не пройдешь. Без артов или бессмертия. А если там еще контролеры плюс полтергейсты и бюреры, о, это все. Это помянем. Взорвали мой багги. Педоры. Я вот не помню, я гранату кинул или насрать, в принципе. В забытом лесу вроде ничего сложного не было. Там монстры. Да, вот об этом я говорил. То есть, если сюда кто-нибудь зайдет и спалит, то задание проваливается. Они там ходят, патрулируют. Я без бессмертия прошел этот лес. Да я тоже прошел без бессмертия. 2 или 3 стрима назад, не помню уже, когда я там проходил. Ну, все стримы на канале, так что без проблем можно посмотреть. Ну, сложновато было. Сложновато. Хотя контролеров меньше было. Наверное, в патчах все-таки поправили, потому что в первых сборках там прям такая толпа была, что охренеть просто. Так, ну... Вот это я молодец. Да, вон бандюк сдох. Бандюк сдох. Бандюк сдох. Что дальше? А, тут еще один пришел шмалять. Ой, шманать, блядь, шмалять. Он шмалять пришел, блядь. Ща, погоди. Не, никого не убила. Ну, в принципе, ладно. Стоп, а где багги? Он же вроде здесь раньше стоял. Бля, его что, до меня взорвали? Не обессудь, мэн. Если его до меня взорвали, то мы не выполним этот квест больше.
А, ладно, если что, можно будет заспаунить. У меня пусто, да и у тебя не густо. Да, бесперспективняк. Слышь, бесперспективняк, я тебе сейчас устрою бесперспективняк. Трупов моих шмонает тут. Это все Да, мое, сейчас понял? поглядим. Че я переигрывал? Что же ты сюда без снаряги-то, а? Не расстраивайся, чувак. Гляну вот только, что там у тебя по карманам. Да, бесперспективняк. У меня густо. Ладно. 7 патронов. Переставили. Куда переставили? А, смотри, вон он стоит. Все, я вижу. Короче, зря переигрывал. Ну ладно. Переиграл, так переиграл. Так, тут еще ящик. Вон он стоит. Надо с Дэном побазарить. ПКМ. Разрядить. Не буду ж я ему с патронами отдавать. Куча квестов сразу у него. Привет, Дэн, чё грустный такой? Привет, Меченый, да ну, настроения совсем нет. Выпить хочется. Только водка надоела, сейчас бы чего-нибудь такого, например, пива. Да-да, точно, пиво хочу. Сколько времени уже не пил. Долговцы говорят, в Темной долине у бандитов оно есть. Сходи, а? Может, не врут? Если получится, баночек 20 принеси. Я тебе за это патронов подкину для дробовика. В Темной долине, говоришь? Ладно, все равно по пути. Здорово, мужик, кто таков? Я Дэн, охотник. Мы тут небольшую базу организовали, скупаем у сталкеров артефакты и части монстров. Здесь, конечно, в основном молодежь, да новички трутся, но иногда и матерые сталкеры захаживают. Опять же, вояки нет-нет, да и заглянут. А чё не в баре? Весь серьезный люд там ошивается. Наш основной лагерь как раз недалеко от бара. Спасибо Сахарову, замолвил словечко за нас перед Ворониным. А здесь у нас, считай, дополнительный офис для таких, как ты, новичков. Чего тебе? Да вот хотел спросить, ты монолитовцев видел? Я имею в виду здесь, на болотах. Нет, а что? Да так, ничего, просто интересно, что они тут делают, да и как вообще сюда попали. Они же дальше радара обычно свой нос не суют. Не нравится мне это? Ох, не нравится, фанатики чертовы. А что так переживаешь? Да, блядь, этих безмозглых, от этих безмозглых всего ожидать можно. И уж точно не за артефактами они сюда пришли. Слушай, тут мужик есть один, не хочешь с ним познакомиться? Что за мужик? Нормальный, без комплексов и звездной болезни, котом кличут. По-моему, бывший ГБшник, он тут кое-что накопал. В подробности, конечно, не вдавался, но тебе стоит его послушать. Отношения между группировками в зоне более или менее устоялись. И если одна начинает мутить воду на территории другой, то жди войны. И мне, если честно, это совсем не нужно. Давай я тебе меточку на него поставлю, а ты уж сам решай. Ага. Так, что там еще? Помнишь квест на минирование территории от библиотекарей, потом 3 волны библиотекарей бежали на тебя? Да, помню. А чё? Дэн, чё задумчивый такой? Слушай, Меченый, такое дело. До меня дошла точная информация, что как раз сейчас на военную базу на Агропроме ученые привезли нечто необычное. Точно неизвестно, что там, но комплекс усиленно охраняют. Зная тебя как парня лихого и твою нелюбовь к людям в погонах, предлагаю поучаствовать в налете. В накладе точно не останешься. Ну как, возьмешься? Да уж, не подставляешь ли ты меня, Дэн? Смотри, голову оторву. Меченый, ты чего, все по-честному? Инфа надежная, ребята только тебя и ждут. Все уже давно готово. Пойдешь на Агропром, там тебя будет ждать Архара со своими ребятами. Парни все старожилы, не 1 год в зоне.
Даже когда-то состояли в свободе, но потом у Лукаша и Архары случилось некоторые разногласия, и он, забрав часть ребят, ушел, так сказать, на вольные хлеба. Ну ладно, Дэн, по рукам. Вояки крови мне много попили, так что не помешает потрясти их разок. Угу. Когда этот квест появится? Я не помню. Я помню, что я его проходил в прошлом прохождении вроде. Так, Василий просил напомнить тебе об обещанных инструментах. Они у тебя? Какие еще инструменты? Что значит какие? Для калибровки оружия. Они нужны нам для одного дела. А, ты про эти? С ними накладочка вышла. Один охотник в баре обещал мне достать такой набор. По его словам, он видел набор на заводе «Росток», что на дикой территории. Только вот забрать его не успел, там объявились наемники. Захар тебе, наверное, рассказывал. Этот охотник скинул мне описание места, где лежат инструменты. Я дам его тебе, если поможешь нам кое с чем разобраться. Неподалеку обосновался контролер, который докучает как нам, охотникам, так и здешним сталкерам. Я слышал, что раньше он тоже был охотником, да что-то с ним произошло. Приблизиться к нему никто не может. Слишком сильно пси-воздействие, сильнее, чем у обычных контролеров. Издалека завалить тоже не получилось. При наведении на мутанта прицела руки начинают дрожать так, что попасть в монстра невозможно. Вдобавок, рядом с ним полно зомбированных, охраняющих своего хозяина. Днем мутант со своей свитой уходит куда-то на север, мои следопыты не смогли вычислить, куда именно. А ночью возвращается к заброшенному хуторку, не знаю зачем. Мы пробовали минировать хутор, но Контрик перед собой всегда посылает зомбированных, расчищающих ему дорогу. Поэтому напасть на Контрика остается только ночью. Для этого тебе понадобится ПНВ, причем хороший. У бармена я видел помехозащищенный ПНВ, раздобудь себе такой. И раз уж ты пойдешь в бар, то принеси пару вещичек. Ты про что? Василий за инструменты обещал расплатиться ремонтными наборами для брони и оружия. Для моих ребят они сейчас очень нужны. Сам понимаешь, с поломанным оружием и дырявой броней нормально не поохотишься. Принеси хотя бы по 3 ремнабора. Раздобудь все и приходи ночью. Не раньше часа, но и не позже 3 часов. Давай, соглашайся, мне больше не к кому обратиться. Ну ладно. Очень долгий квест. Почему очень долгий? Ну да, там есть косяк, что волны как-то непонятно спавнятся. То одна за одной, то долго ждать приходится. Ну, не особо долго как-то. Тебе карта игральная с буквой на рубашке не попадалась? Ага, есть у меня такая. Нужна, что ли? Хотя нет, постой. Мне в голову пришла интересная идея. Давай проверим, какой из тебя мастер по выживанию в зоне. С оружием управляться ты умеешь, мы уже поняли. А что ты будешь делать, если автомат или пистолет заклинит, нож выпал и потерян, а на тебя прет здоровенная туша? Тут уж придется рассчитывать только на собственные силы, точнее кулаки. К западу от заброшенного хутора обитает странный псевдокарлик. Мы его Винни-Пухом зовем, у нас с ним своего рода нейтралитет. Мы его не трогаем, он нас. Сможешь отбудохать его в рукопашку. Вот тебе бойцовские перчатки, не забудь надеть их. Запросто. Так, бартер. 40 ПДА ему надо, ни хрена себе. Дэн, ты охренел? Дэн, а Дэн Сяопин не твой родственник? В общем, пришел я к тебе не трепаться, а дело делать. Серьезное дело, нас обоих касается. Я точно знаю, что у тебя есть один нужный мне ПДА главы наемников. Если отдашь его мне, то разойдемся миром. А нет, короче, давай решай. Ладно, Мечный, не кипятись. Да, был у меня ПДА тирана, но его один человек оставил на хранение. Должен я был ему, не мог отказать. Сегодня ночью мы попали в засаду группы наемников, и их было даже меньше нас, но нападение было настолько неожиданным, они появились из ниоткуда, что любая попытка сопротивления была бы фатальной. Наемники окружили мой небольшой отряд и потребовали отдать ПДА. Я сначала подумал, что сам тиран послал разведгруппу, чтобы вернуть свой наладонник, но эти парни нелицеприятно отзывались о своем боссе и не собирались кончать с нами. Просто отобрали нужную вещь и так же скрытно исчезли, как и появились. Твою же за ногу, и как мне теперь быть? Без этого ПДА я не смогу найти убить своего друга. Меченый, здесь у нас на мосту какие-то наймы объявились. Начальство нам приказало их не трогать. Видать, проплачены большие бабки. Но я был бы не против от них избавиться. Понимаешь, о чем я? Стоят тут,
как бельмо на глазу. Следят за нами. Со сталкерами не пообщаешься, водочки не попьешь. Эх. Не мог бы ты кардинально решить вопрос? Нормально, Кузнецов тут. У меня на нем дьяк тупил, умирал постоянно. Надеюсь, они не по мою душу. Разберемся. Почему он у тебя умирал? Не знаю, непонятно. Так, ладно. Перед тем, как скрыться, командир группы что-то сказал по рации своим людям. Я, конечно, могу ошибаться, но кажется, он приказал нам отправляться на стройплощадку. Я слышал о ней раньше, она находится к востоку от армейских складов, но дорогу туда никто не знает. Территория заблокирована аномальными полями. Понимаю, это тупик, но больше ничем помочь не могу. Фу, наконец-то закончились эти диалоги. О, давай вот это. Чё? Чё происходит? Угу. Понятно. Короче, хочет кучу прицелов и стволы разные. Ну, перетопчется, товарищ. Куда надо идти? Вот сюда надо идти. А здесь у нас код. Да. Давай, короче, нацепляем артефакты на разрыв. И идем мудохать карлика. Все, пошли. Перчатки. Выходил биться с библиотекарями. Так он не должен выходить биться. Конечно, если ты не приводил библиотекарей в деревню, а в деревню их приводить не надо. Их можно в деревню приводить, только если ты знаешь, как их мочить правильно, этих библиотекарей. Там можно их привести, если определенную тактику использовать. Я, в принципе, приводил их в деревню, но вот по этой тактике нормально было, хотя все равно отъезжал периодически. Подожди. По-моему, я не туда бегу. Блин, придется теперь так отбегать, твою медь. Угу. Почти. Ну чё, где? Где этот карлик? О, смотри. Ну чё, давай. Давай разберемся, слышь ты. Ой. Погодите-ка. А, так его можно убивать. Ну ладно. Тогда ладно. Бля. Завалить вручную псевдокарлика. Тимка трубочист, болото, пулевое ранение. Это кто это такой, интересно?
Я тоже один раз перешел на болото, и всегда спавнились 4 библиотекаря. Мне с них выпало 4 руки вообще. Но там же рядом смарт изломов, блять, а библиотекари на классе изломов сделаны, поэтому они могут приходить в их не смарт. 5 псевдогиганты здесь. Отмудохали, короче, карлика. Несерьезно, эта херня до сих пор за мной бежит? Ты адекватный вообще, нет? Да. Нелегкий был бой, но я все-таки отправил плюшевого в нокдаун. Прям в шнобель ему засандалил. Ага, вот это было шоу. Один из наших наблюдал за тобой в бинокль и все нам рассказал. Надеюсь, ты освоил урок и приобрел новые навыки. Забирай карту и пистолет за чертовски смешное зрелище. Да, я как бы не старался особо, чё, у меня арты были. Все, надо к Севиблобу возвращаться. Тут, кстати, у нас чудо-грибы есть. Вот. Блин, проводников не хватает, как в чистом небе, а, реально. Вот это бегать, вообще очень скучно это все. Чисто бегать, блин, бегать. Так. Ладно, пойдем. Можно и не снимать пока. Подожди, это что вообще за слот? Не понял. А, это слот, наверное, для кувалды, да? Где кувалда? Все. Телепортер есть же. Нету у меня телепортера. Чё? Вы адекватные? То мстители в воздухе летают, то псевдогиганты. Странно все это. Кто здесь? Враг. А кто это? О, бандиты. А чё здесь бандиты-то забыли? Странно. Ну и хватит. Да, и кстати, телепортер, он это, денег стоит больших. Телепортация. Дорогая. Плюс телепортер, он по локации не телепортирует. Как проводники. По точкам нельзя ходить. Так. Здорово, мужик. Я так понимаю, ты кот? Да, я кот. Тебя не Дэн послал? Я просил найти его толкового помощника. Слышь, я сам по себе. Найди себе шестерку в другом месте. Спокойно, спокойно. Я не собираюсь ограничивать твою свободу, если бы не схватил практически смертельную дозу радиации. Мне вообще никто не был бы нужен. Знаешь, мы чем-то похожи. Я тоже по жизни одиночка. Что хотел?
Дэн тебе говорил про монолитовцев? Так вот, это не вся правда. Наверное, я был первым, кто заметил что-то неладное. Монолит активизировался. Сначала мне сказали, что их видели на агропроме. Затем я сам лично видел их в темной долине. Проследил за ними прямо до радара, правда там наблюдение пришлось оставить. Фонит там так, что схватил двухгодовалую, что это за слово такое? Вообще-то двухгодовую должно быть написано, дозу радиации. Не готов я был к такому походу. Вот с тех пор мое здоровье дало сбой, но теперь я увидел их здесь, мне повезло больше. Один из них попал в радиоактивную зону и сдох в ней. Теперь нужно обшмонать труп и попытаться что-нибудь узнать. Поверь, если бы эти фанатики что-то задумали, то это что-то кончится плохо для всех остальных. Кто бы говорил, от вас, габистов, тоже хорошего ждать нечего. Вот я и думаю, встать и уйти или сначала пустить пулю в лоб тебе. Ты прав, я служил в органах, но потом со мной приключилась довольно неприятная история. Пришлось все бросить и уйти в зону. Если учесть, что до аварии я курировал ЧС, то становится понятно, зону я знал хорошо. Да и деваться мне больше некуда. Там меня ждет только пуля в висок, ну или цианид в кофе. Это уж зависит от фантазии моих друзей. Мало в зоне людей, которые заинтересованы в ней больше, чем я. Так что это теперь мой дом, и туда мне дороги нет. Ну, допустим, я тебе поверил. Что дальше? Ну, тогда начнем спокойничко. Надо обшмонать его. Я видел, как он, бывший еще в этом грешном мире, ставил метки на карте. Двое других ушли чуть вперед, а этот влез в радиоактивную зону и буквально за 5 секунд сдох, как его парализовало. Я тебе уже объяснял, сам бы пошел, но не могу. Для меня это верная смерть, я и так почти все волосы потерял и харкаю кровью каждые 5 минут. Ладно, показывай место. Ну? Может, ты пойдешь уже вперед, а? О, бюреры тут. Там бюреры. О, бюрер, твою медь. О, он туда пошел. Ну ладно. А нет, он живой. Я знаю, что он на сгоревшем хуторе. Этот квест еще даже не из ОПшки, он еще из солянки. Из какой-то из версий. По-моему, даже еще из 10-й. О, бюрер. Опять. Твою медь. Что происходит, блин? Круто. Так, ты. Вот держи какая-то карта. Короче, вот так. Я ухожу, блин. Здесь это радиация ебучая. Чё? Пошел нахер. Чё прибежал за мной, дебил? Так. Привет, а босс, эта игра на баре, никакие сейвы не работают. И вылеты. Почему у тебя вылеты? Ни у кого вылетов нет, а у тебя есть. Почему? Ты вообще логи смотрел, что пишет? Почему вылетает? Так, чё я попрожимал диалоги тут? Это было где? Это было, по-моему, здесь.
Так, вот держи какая-то карта. Давай гляну. Так, это карта болот. Вот тут видно, он какие-то пометки делал. Странно, ни хера не пойму, что они здесь задумали. Зачем эти отметки? Ну так что? Да хрень какая-то. Видишь, они пометили здесь одно место. Еще одно место на юго-западе. Тут какие-то цифры. Вот это понятно. Высота, ширина и длина. А вот остальное, ладно, сделаем так. Я сейчас в бар к чистонебовцам, полечусь немного, да и обдумать кое-чего надо. Давай пересечемся там. Как дела уладишь свои, заходи. Все, понятно. У меня тоже бывает, я в этой теме не разбираюсь, я ОП2 проходил, так как в ОП2.1 вечные микрофризы. Да, микрофризы есть в 2.1. Глючит и вылетает, но я смирился. Вылетать у вас может только в двух случаях. Либо вы играете с правками, и из-за этих правок у вас вылеты. Либо это вылеты по памяти. Но вылеты по памяти, они одноразовые. И при перезагрузке они не повторяются. Если же вы играете с правками, то это чисто ваш косяк. Сами виноваты. А где Бюрер? Слышу вот это... Успокойся. Эррор у меня показывает. В логе что пишет? Если ты не знаешь, как в лог заходить, это заходишь в папку с игрой, и там, где сохранки, должны быть и логи сразу тоже лежать. Блин, нахер я сюда прибежал, блядь? Как дебил, реально, прибежал. Зачем я сюда прибежал? Так, ну надо принести пулемет Свеблову только. О, смотри, грибочки. О, бандиты. Хочу развалить бандитов. Да, точно. Я ж совсем забыл. Я же арты не повесил на пулестойкость. Вот это я дурак, конечно. Сейчас бы так и сдох. Так, где? Да, вот так. О, там еще и библиотекарь бегает. Круто. Ну шо? Вот тут изломы. Ой, библиотекарь. Пошел. О, хейтер бежит. Твою медь. Чё, кровосос сдох? Почему кровосос сдох? Блин, какая-то вакханалия. Блин, кто здесь бегает? Так, чё тут? Играл в ОП2.1 еще полгода назад, вообще не было микрофризов. Сейчас уже сил нету с микрофризами, даже с кордона выйти терпения не хватило. Были микрофризы. Были микрофризы всегда. Я проходил в первый раз в 2008... Нет, подожди. Вот. Когда она только вышла. Когда она только вышла, я начал проходить. Микрофризы у меня были. Микрофризов не было только до релиза, когда я еще в команде был. Я помню, что не было микрофризов. Потому что у нас были сборки, чтобы отлаживать вот эту всю херню, которую мы добавляем. Локации, опять же.
И микрофризов не было. Потом в одной из сборок вот они начались, и все, и это жопа. Это все. Чисто помянем. Так, у меня нормально за всю игру 2 раза вылетело, и то пока я патчи не установил. Ну вот, я ж тебе и говорю об этом. У меня только вылеты по памяти вот бывают здесь вот сейчас, и все. Кстати, за сегодня я уже вот 5 часов стрим идет, я еще ни разу не вылетел. Конечно, FPS, как видите, просел, но еще ни разу не вылетел. Меняющие лица, вот я про них и говорил. Про библиотекарей вот этих. А зачем ты их приводишь на базу? В деревню? Зачем? Их убивать надо сразу, а не на базу приводить? Конечно, он будет выходить, с ними что-то там махаться, и все, они его завалят. И помянем. Куда я пришел? А, все. Так, с кем мне надо побазарить? По-моему, мне надо к Свеблову сдать пулемет. Сдать пулемет. Приветствую. Ну что, как все прошло? Скажем, не совсем так, как мы планировали. В самый интересный момент налетели охотники, так что пришлось немного пострелять. Зато пулемет у меня. Ну что, вы как всегда отлично справились. Вот возьмите в качестве презента. Игломет получен. Есть еще работенка. Для тебя есть, ты же у нас парень серьезный, так что задание как раз для тебя. Что надо делать? Мы испытываем недостаток оружия, поэтому нам пришлось пойти на сделку с наемниками. Есть у нас парнишка, халява кличут. Он такой проныра, если бы не он, мы бы и месяца здесь не протянули. Достанет все, что угодно. Вот и на этот раз договорился с наемниками о поставках оружия. Но они поставили нам условия, с нашей стороны только 2 человек. Халява и его закадычный друг. Мы с ними раньше имели дело, и не всегда они вели себя честно, поэтому я хотел бы тебя попросить присмотреть за сделкой. Мне главное халяву сохранить, бог с ним с оружием, я с самого начала был против этой сделки, да халява настоял. Так, еще раз, надо прикрыть халяву, пока он сделку совершает. Да, ты прав, халява не должен умереть. И второе условие, пока все тихо и спокойно, тебя не должны винить наемники, иначе нас обвинят в нарушении правил. Мы свое слово держим. Да, сделка будет происходить на заброшенной ферме на кордоне. Все понял, уже выступаю. О. Раз 15 у тебя вылетело где? Меняющие лица. Не понял. Раз 15 в смысле за все время прохождения или чё? Так. По-моему, все. Так, сохраночка есть. Игра вылетела, да, за прохождение. Ну, это вылеты по памяти. Они по-любому будут происходить, потому что движок 32-битный. Холод какой-то странный, короче. Сам в чистом небе состоит, и бармен у них на базе. Зато знаешь, что говорит? Знаешь, что о чистом небе? Клан такой, конспирируется похлеще всяких секретных агентов. Только из обрывков радиопереговоров о них и узнал. Да еще другие сталкеры разные байки рассказывают. Ну ты дебил. Так, грибочки. Вот 3 штуки.
Короб для пулемета. А вот что я еще слышал. А давай короб для пулемета. И еще короб для пулемета. Привет, Холод. Что-то ассортимент товара у тебя, мягко говоря, не богатый. Что, все так плохо с поставками? Да, Меченый, ты прав. Мне Александрович всегда товар поставляет. Да вот проблемы у него возникли. Группу он свою не может найти, которая из-за кордона возвращалась. У нее как раз и был товар для моего бара. Я могу тебе чем-то помочь? Да, конечно, был бы очень признателен. Здесь недалеко, к северу от нашей базы, найдешь Александрыча. До сих пор ждет там своих ребят. Переговори с ним, он знает больше, чем я, по поводу своей пропавшей группы. Добро, скинь мне на ПДА место, где твой поставщик ждет группу. Попытаюсь помочь разобраться в ситуации. Угу. Понятно. Как исправить что? Вылеты по памяти? Никак не исправить. Это сам движок такой. Сталкеровский. Теоретически это может исправить 64-битный движок, который сейчас в ОП-2.2 вводят. Но как это будет работать и будет ли работать, это уже другой вопрос. Когда выйдет, тогда и узнаем. Александрыч. О, опять появились. Блин, Ну нахер. Этих полтергеев пока убьешь, блин. Блин, как FPS садит, а, смотри. Короче, надо перезагрузиться. Вообще уже закругляться надо, ну давай, ладно, уже допройдем болото. И на этом закончим. Так. Заново запускаем. Ничего себе, 7 человек смотрит. Я думал, уже никого нету. Ой, ну ладно, тогда еще поиграть можно. А, уже 5, сразу как сказал, сразу 5 человек стало. Прикольно. Так, все, готово. Вот. Появилась картинка. Все, загружаемся. Так, пока загружается, я отойду.
Так, ну все. Кофе я себе налил, теперь можно и дальше идти. Ну, FPS не изменился. Но это из-за того, что локация такая. Хотя чуть-чуть пошустрее как бы побежал. Так, ну нам надо вот туда. Где вот эти деревья торчат, там у нас Александрыч будет сидеть. Блин, я уже хочу с болота уйти, такой FPS, это вообще жесть. Так, все, дошел Александрыч, а вот он у нас. Нормалек, прорвёмся. Завтра стримить будешь? Я и друганы мои. Завтра нет, завтра не буду, завтра у меня дела. Вот ведь как грустно все. Завтра вообще не буду стримить. Эх, квасу сейчас холодного. Да чтобы в нос сшибал. Так, ну, чтобы в любом случае продолжать там и будем прохождение, так что, когда будет продолжение, уведомление придет. Так что, если кто не хочет пропустить уведомление, то вы знаете, что делать надо. Привет, ты Александрыч. Холод мне вкратце рассказал, что у тебя проблемы. Введи меня в курс дела, постараюсь помочь. Блин, уже заговариваться начинаю за... Блин, вообще жесть. Короче, ну наконец-то Холод прислал хоть кого-то. Да, я Александрыч, будем знакомы. Сам весь на измене тут сижу. Ума не приложу, что могло случиться с ребятами. Давай ближе к делу, что случилось, говори. Это зона, и здесь что угодно и с кем угодно может случиться. Неделю назад я отослал 4 проверенных ребят за периметр, чтобы они слили артефакты, и на вырученные деньги затарились патронами и провизией для бара Холода. Ну и отдохнули чуток. От зоны расслабились. Вчера вечером сообщили, что все нормально, затарились по полной, отдохнули и успешно миновали кордон. Последний раз Палыч выходил на связь 6 часов назад и сказал, что прошли Тузлу и подходят к лодочной станции, через час будут на месте. Ну, на этом месте, где мы сейчас и находимся, здесь у нас условленное место встречи. Но прошло уже 6 часов, связи с ними нет. Сам туда не идешь, потому что боишься разминуться с ними, верно? Ну так давай я схожу, разведаю обстановку. Да, совершенно верно. Раз договаривались встретиться здесь, то мне нужно быть тут. У меня просьба к тебе большая, разузнай, что там могло случиться. Поиски начать, думаю, можно с района разрушенного моста, откуда ребята в последний раз выходили на связь. Потом рыбацкий хутор обследовать, может там какие следы моей группы найдешь. Надеюсь, с ребятами все в порядке, но если что-то плохое все-таки случилось, то... В общем, несли они 3 контейнера с товаром, нужны они мне, очень нужны. Холода я еще ни разу не подводил, имей в виду, они тяжелые, так что идти туда лучше налегке. Лишнее все выложи, возьми с собой только оружие, патроны, аптечки. Договорились, поищу твоих сталкеров, ну и контейнеры с товаром заодно. Понятно. Ладно, я спать пошел, удачи. Давай, удачи. Спокойной ночи. Блять, серьезно? Да идите нахер. О. Твою медь. Чё за вакханалия? Охренеть. Да. Побазарил с Александрычем называется. Прикольно. Ой, блин, еще и пауки тут. И зомбари. И жжет
Понабежало тут вас. Ладно, раз говоришь, контейнеры тяжелые, то, наверное, и правда стоит лишнее выложить. Например, вот эти стволы всякие. Спасы, херасы. G36. Так, игломет, протекта, авакан. Снайперские перчатки, игломет. Так, есть. Ох, неохота мне за Броня. сегодня плестись. Броню выкладываем. Сейчас бы дома оказаться. Части мутантов выкладываем все. Прочее. А что тут у нас из прочего такого есть, что можно? Ну вот можно рюкзаки выложить. Оставили 2 только и все. Теперь, я думаю, мне хватит веса. Не 300 же килограмма не весит. Да вы серьезно? Что происходит? Ёб твою медь. О. Да. Такого я не ожидал. Я даже забыл, что тут монстры появляются после разговора. Мне вот только непонятно, с каких хренов они появляются. Они ж вообще не должны появляться. Ну, нам надо идти вон туда. К сноркам в деревню. О, эти педики тут летают. Ну, давай. Подлетай. Не хочешь? Странно. Пойдем. Вижу снорков. Это кто? А, это Тушкан. Тут очень много снорков. Ну и чё ты мне теперь сделаешь? Я в другом городе. Ух ты, блин. О, ёб твою медь. Ни хрена себе. Ладно, давай зомбаков ждем. У меня тут подарочек для них есть. Чё тут у нас? Сейчас. Вот. Псевдыч. Снорки. Ща, погоди. Ща народ на стрим подтянется, тут мы их всех и накроем. Вот, уже почти дошли. Так. Недолго тебе топать осталось, педик. Снорк тоже подходи, ты не стесняйся. Тут никого не съедят. Просто вот так сделают. О, сразу как FPS вырос, а ты посмотри. Охренеть. Вот так вот вороненок решает проблемы. Главное использовать в правильное время и в правильном месте.
Подожди. Смотри, даже этот прилетел. Ни хрена он гигантский. Слышь, Васян, ты откуда такой? А как тебя обыскивать? Непонятно. Ладно, вроде обыскал. Погоди. Блин, в любом случае мне придется сначала туда идти. Я думал, здесь сразу появляется этот чел, а нет. Ну ладно, здесь в любом случае не просто так эти мутанты были. Сейчас еще 2-3 таких волны. Но у меня гранат много. Так что решим вопрос. Ой, контролеры! Вот контролеров мне только и не хватало. Еще и дебил в воду залез, конечно же. Почему бы не залезть в воду? Сука, ненавижу этих контролеров. А, ясно, они все сюда бегут, я понял. Сейчас, погоди. Тут нет снорков? Ладно, они мне тут ничего сделать не могут. Мне больше интересно, что там по контролерам. Блин, снорк. Не, ну вас нахер. Реально, ну вас нахер. Ща, погодите, у меня тут просто место есть. Я знаю, куда надо идти. А надо идти вот сюда. Твою медь. Ага. 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 Все. О, прикольно. Я смотрю, эти педики теперь прыгают еще выше, чем раньше. Ну, да прыгни сюда. Че, уже не такой крутой, да? Ждем. Ждем. Сейчас народ подтянется. Вон они бегут. Прыгают что-то там. А где контролеры? Так, вон контролеры идут. А вот это очень хорошо. Контролеры отъехали. Все. Игра свернулась. Что за хрень? Ты дурак, что ли? Че ты мне игру сворачиваешь? Ну, там кто-то ходит. Зомбаки. Они меня не видят? Серьезно? Это как? Это как? Смотри, им насрать. О, спалили.
Ладно, вас маловато, так что вороненок смысла нет использовать. А вот электричку я вам кину. Отлично. Самые охреневшие отъехали. Из-за микрофризов прицеливаться вообще нереально. А, ну да, игра свернулась, и чат куда-то делся. Во. У меня они допрыгивали. До куда они у тебя допрыгивали? На вышку никто не может запрыгнуть. Вот сюда вот. Не знаю. Пойдем вниз. О. О. Ну тогда ладно. Ой. Ну бывает. Да. Да что за хрень? Почему, блин? Да что это такое, не пойму. Чё игра сворачивается? Ну все. Ни хрена его расхреначило тут. Кстати, хорошо, что старые трупы исчезли. Не надо думать, кого обыскивал, кого не обыскивал. Один псевдыч остался. Ну чё, педики? Кто вы без своих пси-способностей? А, алкаши, все, согласен. Вопросов нет больше. Так. Зомби? Только зомби остались? Ладно, сохранимся на случай, если они взрывающиеся, и все. Так, в принципе, ничего опасного. И что? Что дальше? Чё? Не понял. Так, то есть он мне намекает, что надо с другой стороны идти.
Да? Солдат! Солдат! Врага! Снорк. Кто еще палит меня? Опять снорк. О, да это ж целый выползень. Тебе под железку надо, я знаю. Я хочу узнать, кто меня палит. И развалить его. Ладно, пошли под железку. Так все равно не пройдешь. Чего? Кто это здесь? Зомбариш, что ли? Или кто-то в деревне? Пойдем проверим. Кто это тут такой наглый? Никого. Странно. Значит, где-то тут. Так. Блять, в воду попал. Сейчас я с ним пообщаюсь, еще будет волна, я помню. Там и псионики будут, и еще педики всякие. Кстати, тут труп какой-то. Тут какой-то труп. Гришко. Тяжелый ящик. Не такой уж и тяжелый, 12 кг всего. Я, блин, думал, там килограмм по 40 будет. Ко мне! Так. Держи аптечку. Нет, друг, спасибо, она мне не поможет. Уже поздно, слишком много крови потерял. Тебя, наверное, Александрыч послал? Да, он. Что с вами случилось? Мы вчетвером, я, Иваныч, Гришко и Палыч, возвращались из-за периметра. Хабар удачно сбыли, затарились всем необходимым. Прошли Тузлу и решили срезать через хутор. Зря. Откуда ж было знать, что там контролер с выводком засел? В общем, он Палыча захватил, и тот давай по нам из пулемета своего шмалять. Ведь самого сильного из нас вычислил, гад. Палыч у нас был как прикрытие с пулеметом и рацией, а Гришко, Иваныч и я по контейнеру несли, из оружия только калаши. Меня не слабо зацепило, а вот Гришку спасибо, гранат туда швырнул, меня через плечо и вынес. Да не свезло нам только, здесь на нас снорки напали. Гришко меня в сторону пещерки этой швырнул, сматывайся, говорит, вдвоем не уйдем, а сам остался мой отход прикрывать. Выстрелы скоро смолкли, слышу, только снорки ревут. Погрызли они Гришка, я кое-как в пещерку эту заполз и у входа табаку рассыпал, чтобы снорки меня не учуяли. Сил идти у меня нету, да и рация, как назло, у Палыча осталась. Видать, приберет меня зона, ну так тому и быть. Погоди умирать, давай попробую тебя дотащить до лагеря. Там Александрыч с ребятами поможет. И что мне с Иванычем? И что с Иванычем случилось, не знаешь? Иваныч в другую сторону метнулся, когда у Палыча крыша поехала. Час назад он сигнал СОС послал. Место это зафиксировано в моем ПДА. Скопируй инфу, а лучше забери его себе вместе с контейнером. Отдашь Александрычу, мне все равно уже без надобности. Я уже не жилец. Будь осторожен, я не уверен, что граната Гришко зацепила контролера и он мертв. Лучше обойти хутор стороной. Эй, ты чего, держись, только сознание не теряй. Сейчас я быстро помощь приведу, все в порядке будет, держись, братишка. Ясно, понятно, сейчас он отъедет.
Уже отъехал. Ну, бывает. Помянем. А вот сейчас и появятся все эти педики, медведики. Так. О, ясно. Да, зря сюда пришел. Мне не сюда на самом деле надо. А вот сюда. Вот. Ну все. Теперь контролеру будет секир башка. Вон, смотри. Ай, блин, у меня же вал. Я хотел снайперу. Хотя почему? Вал тоже пойдет. Что, не достаешь, да, педик? А что ты думал? Ща, погоди. Давай мне руки там свои, давай, поэтовай, давай, ща, погоди. На! Развалил всех почти, снорки только остались. Эй! Твою медь, мои трупы исчезли. О, вот это печально. Вот это очень печально. Ладно, кто там еще остался? А патрончиков-то все меньше и меньше на снайперку. Ща мы это... немного постреляем. Охренеть, он еще и выжил. Плоть. Охренеть, это как это он так палит? Кто там сидит? Тут, наверное, снорк сидит. Там зомби ходят. Не, ну, по-моему, это все. По-моему, больше никого нету. Так. Прыжок плюс 0,5 метра. Не хватает. А, хватило, все нормально. Отлично. Великолепно. Теперь можно и остальных развалить. Чё? Откуда? Бомжара. И подойди к нам поближе, пацана. Попали. Потом догнали и еще раз попали. Что еще тут есть? Ну чё, педики? Ой, сразу все сдулись. Опять в воду попал. Ай. Так, ну... Это у нас, я так понимаю, Палыч, да? Ну да, походу. Да, Палыч. Это был Палыч когда-то.
А где Палыч? Упал, что ли, в воду? Бля, твою медь. Палыч в воду упал. Не хочу, реально. Опять сейчас вот радиации нахватаю. Блин, а у него ничего даже и нет такого. Нахера лезть было? Антирады-то не бесконечные. Чего мне сделаете, дебилы? Давайте, подходите. Подходим все, не стесняемся. О, они оттуда идут аж. Ничего себе. Ну давайте, давайте, подходите. В смысле? Почему вы меня не видите? Убить меня? Вот дебилина. Ладно. Ладно. Шел 14-й день. Меня до сих пор не заметили. Давайте, собирайтесь. Мне для вороненка нужна большая толпа. Маленькая меня не устраивает. Алло, зомби, вам что, сюда приглашение надо или что? Валите сюда, быстро. Да. Что с вами делать, а? Опять все разбрелись. Псевдыч пересел на мостике. Ему нормально. Пацан отдыхает. Пацан подустал, отдыхает, короче. Ну чё, алё? Чё, ёпта? Ну, серьезно, как это работает? Значит, как с километра палить, так это легко. Через кусты, через деревья. А как я на вышку залез, так все, меня не видят. Ну ладно. Будем тогда отстреливать вас так. О, смотри, смотри, толпа побежала. О, подтягиваемся все сюда. Не стесняемся. У меня на всех хватит. Я вот не знаю, ждать зомбаков. Да, наверное, не буду ждать зомбаков. Потому что, ну зачем? И хрена себе залагало. Но ничего. Зато вопрос решен.
Зомбаки подходят. Блин, пролистал. Нормально. Ладно, остальных тогда ждем. Раз уж они соизволили подъехать. Кстати, какой закат красивый, а? Да, красиво. Над болотами прям такой закат. Это, я не знаю, это вид для скриншота. Сейчас вот так вот сделаем. И вот так. Вот. Посмотрите на это. Это реально просто для скриншота вот. Вот так вот. Вот так. Во. Нормально. Чё, поехали? Подожди, что тут происходит? Да, все нормально. Все нормально. Зомбари. Так, спалили. Ладно, несущественно. Нормально. Ладно, все. Зомбарей уже можно кувалдой развалить. Ух ты, какие облака. Да, погоду хорошую адаптировали. Погоду сделали в 2.1 хорошую, это точно. Вот за такие виды респект. Сейчас сохраночку и еще сделаем скриншот. Вот можно так вот, если отойти, да? И как-то вот так сделать. В принципе, неплохо. Да, все. Есть скриншот. Так. Нет, это не очень вид. Вот так тоже красиво, кстати. Ой, вот так неплохо. Даже название косы Тузла есть. Отлично. Хорошие скриншоты. Займут достойное место в библиотеке. Кабанчик. Мертвый кабанчик. Блин, опять радиация. Я ее рот шатал. 2 антирада осталось просто и все. А, ну да. Действительно. Действительно. Че, еще толпа? Или так? Немного только. Да вроде не особо-то их и много. Ну хотя прилично. Прилично, да.
Бывает. Хрена себе лагает. Да. Коллизия трупов сталкера. Шедевральная просто коллизия трупов. Вот этих вот главное завалить. Они тут самые вредные. Смотрю, тут снорков все больше и больше становится. Ни хрена себе, какие виды. Так, погодите-ка. Какие виды? Какие виды? Скриншот обязательно. Вот это ты хорошо сделал. Вот за это респект тебе. Респектище просто. Так, ну эти закончились, это все. Остальных так развалим. Вот это может быть взрывной зомбак. Уже не важно. В смысле? Сколько раз вы здесь будете спавниться, алло? Вы мне уже надоедать начинаете, реально. Ну чё? Все. Ой. Чё, кабанчик рад? А зря. Кабанчик был очень рад такому повороту. Но недолго.
И, короче, хватит тут уже спавниться. Дайте мне трупы обыскать. Их уже тут целая куча навалилась. Штабелями просто лежат. Да вы достали, ну серьезно. Короче, я трупы обыскиваю, отвалите. Не хотят они отваливать от меня, реально. Они не хотят отваливать. Ладно, хорошо, допустим. Не хотите отваливать, будет по-плохому. Ой, нахера ты топнул? У меня лагает теперь из-за того, что трупы тут летают. Вот что это такое, а? Давай кидай гранату, дебил. Твою медь. 3 FPS. Ну да, тут еще и зомбари как раз. Нормально, нормально. Все нормально. Блин, эта снежинка вообще дерьмище какое-то. Короче, ну снорков там вроде нету, так что... Можно старым дедовским способом сделать. Но я надеюсь, это все. Что еще? Да, по-моему, я эту толпу еще не обыскивал. Кстати, вот здесь обыскал, и она исчезла. Вовремя я успел. Твою... Опять радиация. Блин, сколько ж тут монстров-то было, а? Их просто до хрена.
Так, ну, по-моему, это все. Пойдем теперь до Александрыча. Сдадим, наконец, этот квест. И на сегодня закончим стрим. Пауки. Не хочу. Не хочу. Мне надоело уже монстров валить. Я уже и так навалился. Зона, вона усе по місцях розставить. Две новости для тебя, хорошая и плохая. С какой начать? Говори, не томи. Что-то удалось выяснить, что с ребятами случилось? Плохая новость. Все твои ребята мертвы, напоролись на контролера у хутора. Живыми застал только Петровича. Музыкальная пауза. Но и он оказался не жилец, ранен был смертельно. Палычу вынес мозг контролер, так что позже считай труп, только ходячий. 3 контейнера твоих с хабаром нашел, действительно тяжелые оказались, зараза. Забирай скорее, а то позвоночник уже трещит. Ох, охренеть. Кто хочет, читайте, у меня чисто вот столько читать уже. Так, что из основного? Говорит, что может дать только картечи бабла. Основная награда на Юпитере. Тайник на складе контейнеров. На одном из контейнеров. Еще инфу, говорит, дает. Так. Дробовик Мурка по 410 калибр. Угу. Где схрон, неизвестно, понятно. Точно могу сказать, что здесь где-то его, этот схрон, никуда не уходил за пределы болот. Понятно. Один из бонусных тайников, которые ищи там, не знаю где. Да. Вот ведь как грустно все выходит. При воришке был ПДА, а в нем какие-то странные метки. А, точно. Я уже вспомнил, этот тайник будет в одной из меток. Опять сапожище хреновые подсунули. Послухайте, хлопці. Что у них совсем совести нет у этих. Так, а вот и обмен. То есть говорит, что найдешь руки зомби, тащи ко мне. За них даю патроны. Подыскивай себе новых ребят. Надеюсь, найдешь таких же толковых, но более осторожных. За тайник спасибо. Юпитер, когда я еще там окажусь, вот бы знать. И Мурку твою поищу обязательно. Да, давай по маленькой накатим, помянем твоих ребят. 15к, картечь. Угу, ладно. Так, лапы зомбаков. Выбирай 5.45 или 5.56. Извини, у меня только бронебойные. Давай мне натовские. Натовские. Все. Маловато, конечно, ну ладно. Слушай. У меня же еще должны быть вот здесь лапы зомбаков, правильно? Рука зомби, 10 штук. Все. Натовские. Натовские. Вот это как медом отлично. Помазал. Так, забираем все. И сохраняемся. Подожди. А что за метки-то? А, вот метки тут. Предположительное место, предположительное место. Все, я понял. Надо будет обойти эти места. Но обойдем мы эти места уже в следующем стриме, потому что уже много времени и так сидим. В принципе, да, займемся тайником, потом отправимся на завод.
Я вообще сегодня хотел на завод, ну, чё, Все, завязывай. не успел. Музыкант из тебя еще тот. Халява. Короче, нам по-любому возвращаться на кордон надо будет. Ну все, квестов нахватали, короче. Есть чем заняться. Кстати, багги. Багги. На кордон надо отогнать. Ну потом, если не забуду, это как вообще не критично. С проводником поговорить. Карту я нашел. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Класс! Ничего, нормалек, прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои прорвемся. Зліпилися у зграї, як ото звірі, за кольором шкіри. Ладно, все. Одні як розбійничали, так і розбійничають. Інші чи нас від зони стережуть, чи Заканчиваем. Нормально, продуктивно посидели. Много квестов выполнили. На болото сходили сегодня. И тоже много квестов выполнили. Но меньше их не стало. Наоборот, только больше. Так что продолжать еще есть что. И займемся мы этим в следующий раз. В общем, всем спасибо, кто был на стриме. С вами был 92 и ОП21. Всем удачи, всем пока.